Так, приветики, ребятушки. Я тут немножечко задержалась. Так, ладно, признаю, давно не было стримов. Я уже даже сама соскучилась... Ой, блин, не вышла из игры. Я уже даже сама соскучилась по Сибири и по Кейт Уокер. Слава яйцам, привет, крокодил, слава яйцам. Так, а там еще кто-то писал, блин, тоже всем привет. Я просто перегрузила чат, не видно было. Так, 4-й стримчик по Сибири. Надеюсь, сегодня, кстати, подвинемся на подольше. Хотелось бы прям вот уже прям до конца сегодня попробовать. Привет, привет, ростовчанин. Да, ребят, там можете потыкать все эти кнопочки там, чтобы выиграть эти яйца пасхальные. Это для тех, кто на трово, кстати. Для тех, кто не на трово, зайдите, поиграйте. Точно, я же музыку офала. Сейчас верну. Сейчас мы вернем эту музыку. Угу. Да, мы 14 числа играли последний раз. 6 дней назад. Ё-моё. Ну, конечно, я затянула эту историю. Что вообще подзатянула, да? Так, а где мы там вообще остановились? По-моему, у нее в доме, да? Ой, этой Даны. Что мы там ищем, по-моему. А, точно, надо найти подсказки про Дану. Ничего себе, отражение какое красивенькое. Now's not the right time to leave. Угу. No doubt about it. This must have been Dana's room. Ну, то, что это Дана's Room, это понятно. А нам нужна подсказка Дана's Room. Можно? А, вот ее этот, да? Короче, какая-то комбинация, это музыкальная. А, хорошо. А что у нас есть? Уважаемая мисс Оливия, я не смог посетить музыкальную академию Вагон благодаря наводке, которую дала мне линию, управляющая лагеря. Собранные мной показания демонстрируют, что миссис Уокер не изменяет свои привычки нарушать закон, когда это удобно. Судя по всему, она проникла в кафе на Музыкальной площади, а затем, игнорируя запрет муниципалитета, включила автоматон музыкантов. Еще интересно то, что свидетели единогласно сходятся во мнении, мелодия, исполненная автоматонами, вызвала у Кейт Уокер сильную эмоциональную реакцию. Копнув глубже, с уверенностью могу заявить, что эта мелодия известна как гимн Вагена, та же, что проигрывалась музыкальной шкатулкой покойной матери Кейт Уокер, той самой шкатулкой, что вы отправили Кейт. Странное совпадение, не правда ли? Жаль, что я не верю в совпадение. Но это не совпадение, 100%. Кейт Уокер направилась к Вагенскому мосту Тумана, где некогда стоял дом детства Даны Роуз. Это женщина, которую она ищет. Я немедленно отправляюсь туда. Замечательно. А что нам делать-то в итоге? Может, в досье Даны? Bridge of Mists. Dana's address in the 30s. It's from the Music Academy. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. А, вот эти символы, да? А сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Подходит. Короче, какая-то такая загогулина музыкальная, потом вот такая загогулина. Ага.
Они все одинаковые? То есть, вот. Так они все... если... как? Подожди. Вот это или вот это? Или они одинаковые? Или неважно? Может, неважно? Вторая непонятная была. Третья вот это, походу. Потом вот это, да, и вот это. Должно что-то щелкнуть? Я что-то не поняла. Смотри, вот такая, такая. Правильно я сделала? Блин, проблема в том, что тут 2 раза оно нет, подожди. Нам нужно вниз, да? Вот такая. Ага, вниз. Тут просто вот такая есть. И вот такая еще. То есть, ну, это как? Вот такая. Подожди, а там какая? Там с палочкой, да, там не такая. Просто тут как бы... Ладно, давай вот так. А вот эту какая? Вот это какая? I could swear I found the right combination. What else could I set on the wheels in addition to the symbols? Там... Стой, там еще была какая-то бумажка. А где вот эта бумажка? Там была, короче, какая-то такая бумажка. Вот. Что-то типа 3, типа 4. Привет, Минск. Не подсказывай мне, средняя не такая выше нужно. Я тебе сейчас по жопе дам, понял? Ростовчанин, привет. Третья слева, разок крутани. Я сейчас всем по жопе надаю, блядь. Не подсказывайте мне. Так, вот это как-то связано, да? Сейчас подумаем. Губя, привет. Привет, Настя. По жопе дают. Конечно, даю, Дэс. Привет. Ждал, и тут на тебе. В смысле, я не проходил, я с тобой же хотел. Да, Зенка, прости. Я думала, ты просто подсказываешь мне, потому что знаешь. Все, извини, тогда вместе, тогда прости, тогда челом бью там, ну вот это вот. Извините, пожалуйста. Прости, ладно. Хорошо, давай вместе. Я просто не думала, ты мне подсказываешь. Хорошо. Так просто понимаешь, тут какой прикол? Там вторую не видно. Вот, видишь, вот не видно, что это за вот это. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Видишь, он какой-то там загогулина, и тут вверху загогулина. Что это за гагулина похоже? Может, вот это буква Б? Зачем сначала креститься? Я не знаю, просто чтобы поверили, что я, православная. Короче, это... Это буква Б, наверное, да? Вот такая, типа Б. Похоже же, да, на букву Б? Типа вот кружочек такой здесь идет, да? Вот тебе крест на путь. Да, типа вот тебе крест, я не со зла. Я думала, он мне подсказывает, потому что он знает. А он подсказывает, потому что он со мной отгадывает. Все, прости, пожалуйста. Так, я уже извинилась, тут открою тему. Что начиналось тут у меня? Так. Давайте разбираться, почему не работает. It won't open, and yet I'm pretty sure the combination of symbols is right. There must be something else to set with the wheels. Может быть, я же говорю, надо другие символы. Вот видите, тут они повторяются. Видишь, раз, они одинаковые. И бачив вообще? Вот это и это одинаковое. Тут вот с этой фигней какая-то, видишь, вот это вот эти вот штуки, вот эти, видите? Они вот, мне кажется, связаны вот с этой фигней. Но проблема в том, что вот этой фигни сколько? Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Вот сюда непонятно немножко.
Да, как на листочке нужно, я же говорю тебе. Так, а как тут понять? Как понять? Понять-то как? То есть, вот это почему закрашено? Типа, это лицевая сторона? Или что? Просто непонятно. А, вот почему, да? Она типа желтая. Стой, вот так. Здесь буквочка Б. Так вообще непонятно. Вообще понимаете, она похожа или не похожа? Вот это. Раз, два, три, четыре. С желтенькой должно начинаться. Раз, два, три, четыре. Ну вот 4. Потом один пробельчик там было, 2. Один пробельчик, 1, один пробельчик. Вот так там было, да? Но здесь точно вот этот символ. Тогда не подходит. Тогда вот это может быть. О, нет. Раз, там должно быть 4, да? Раз, два, три. Ничего не получается. Ну, вы поняли, да, что работает? Вот это символы правильные. Впуклости и выпуклости, я так думаю. Ну да, вот эти впуклости и выпуклости. Ну, смотри, как идет. Идет 4 пробельчик, 2 пробельчик, 1 пробельчик. Вот, я запомнила, но я не могу. Вот 3. Может, другая буквочка Б здесь есть? Вот, есть Б такая. А, тут уже желтенькая не видно. С полосочкой есть такая же? С полосочкой нету такой же. Полосочка здесь только одна должна быть. Вот это. Ой, мамочка моя. А, вот смотри, вот раз, два. The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. Блин, вот 4, пробельчик, 2. Пробельчик, 1 пробельчик. Вот здесь должен быть пробельчик. Вот, мне осталось одну какую-то. Это вот какая? Это вот это? Вот это вот какая, чат? Это последняя? Или это вот это? Да, это вот это. Сюда этот замочек. It's blocking it. Things stuck. Почему? А. Все? А вот и вещички Даны. Это ее, кстати, ручкой, этот, которым она написала. Так, взять. Я думала, еще можно что-то взять. Что-то мало можно взять. Это ее дневник? О, специально так перед зеркалом села. Вы видите, как красиво? This was written not long after her time at the refuge. A letter from Leon. So he did write back to Dana after the expedition left Kantar, the capital of Baltayar. Ты писал The там. high plateau of Baltayar, October 25th, 1937. My darling Edelweiss. I hate myself for not sending you news more often, and for not being able to receive news of you. I find myself now where probably no other modern-day human has ever ventured before. I regret to inform you that I won't be able to go back to Europe. В смысле не with my fellow сможет? survivors.
Не сможет. Что, будем плакать, что ли? Да, да, специально. Работа оператора, геймдизайнера. Ну да, да, геймдизайнер. Но это, скорее всего, наверное, нарративный дизайнер вот занимался этими сценами. Something bad happened Да, during the специально. expedition. I, no doubt, am partly to blame. Nevertheless, I would like you to know my version of the events. Привет, After сенатор. hard days of hiking, we set up our base camp on the threshold of a high valley where rhododendrons grew. Классно вино под чай маскируешь. Это чай! Имбирный. All the Sure. witnesses seemed to concur. This was where the Gorun, the famous man of the mountains, was most frequently sighted. Иди ты, это чай. For many long weeks, we explored without success every valley and mountain surrounding the camp. Autumn was approaching. The rivers started to freeze at the edges, and the prospect of having to head back with nothing for our toil was becoming more and more apparent. The joyful banter of the first weeks was no more. The men were becoming moody and tense, Как он вообще это письмо смог отправить? especially our chief, Reinhard Berger. Так он же ж обещал бункер вот на этой неделе. Может, выходные сейчас будет, пятницу или субботу, не? Периодически. Я его последний раз видела летом. О. Имбирное вино. Сенатор, сейчас получишь по жопе. Давай, жопу подставляй сюда. Сейчас как лясну. Давай. Давай сюда. Сомневаетесь в стримере, он же не пьющий. Интеллигентный, он в очках. Алло. Мы сейчас будем за него, что ли, играть? За этого пожилого Мустафу? Прикольный смайл в губе. А, реально? Leon, another day on a wild goose chase. I'd better get kitted up before going out. Угу, так, ну давайте осмотрим. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Goruns really got to him. Немножечко умоемся, конечно. Немножечко освежимся, так сказать, взбодримся. All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. Привет, Дзен. Так, хорошо, смотрим здесь. These biscuits don't compare with old Gustav's cooking, but at least they fill you up. Лучший друг голодного альпиниста при условии, что у него крепкий зуб. А, галеты, это еда, типа. Must remember to fill it up before I leave the camp. Ага, фляга, которую нужно водой наполнить, хорошо. Все? I ought to bring all the equipment together before I take my bag. Подождите, смотрите, у меня есть задание осмотреть лагерь. Давайте сначала осмотрим. I should take my gear before going out. Так, а как смотреть и забрать? Ну ладно. No chance of me venturing into the mountain without that. Так, это мачете. Да, горная мачете.
Так, this is what? Hope I can get back to sketching the valley, but with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt it. Вас издаст. It's письмо. Ладно, это альбом для рисования, извините. Джага, здорово. 3 отметки такие Марина взяла на 103. О, господи, поздравляю Марину. Это такое достижение. Ладно, я шучу, на самом деле, наверное, это важно в танках. И это трудно, да? Там нужно определенное количество боев, это все. Слушайте, красивые такие, он тут, так сказать, аппликации делал. Да? Такие прям мощные, я бы сказала. Так, сейчас, секундочку. То есть, он тут всякие еще... Тут почитать можно, Балтаяр. А тут везде можно было читать? Если бы только рука могла описать то, что у меня на сердце. Экспедиция Исток, осень 1937 года. Ага. Образцы из Застартальских гор. Группа делает успехи. Это Эдельвайс. Горный лагерь 1937. Это вот печь вот эта. Блин, это он такие, короче, заметки своей жизни делал. Этим летом в лагере. Это, короче, как дневник его такой художественный. Ну, слушайте, красиво он делал, да? Экспедиция до 1937. Это какая-то еще у него была экспедиция. Короче, это его альбом по экспедициям. И все, что с ними связано. I'm so glad Junta lent it to me. I was able to take wonderful pictures behind Berger's back. Круто. Все осмотрели? Hope I can get back to sketching the letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving civilization. Вас издаст письмо. Так, взяли. Подожди, так... Better get going before. Do you know what time it is? Time to be heading out? Enough! You couldn't care less whether we find the Gorons or not, could you? Well, mark my words, Coppertease. You'd better change your bloody attitude. The day's only just bloody breaking. А как мы сейчас наберем I воду? couldn't give a damn. И Everyone has already started except you. So you just get your butt upstream and help Sauer carry out his research. The idiot is capable of getting himself lost again. All right. I'm not your enemy, you know? I don't think you understand the gravity of the situation, Leon. If we don't find a specimen of the Goron, the brown shadow will... Look, just go find Sauer. Please. Now! Мы сейчас можем осмотреть, да? А набрать воду я должна была там или где? Не, наверное, не здесь, на улице там где-то, да? Да, душный вообще, такой какой-то раздражает меня. Что нам надо сделать? Найти Хорста Зауэра и осмотреть лагерь. Давай осмотрим лагерь сначала. Дядька вообще злой, чат. Poor animal. Батя не выспался. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. Оружие. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. В следующий раз сразу двоечку ему тогда, чтобы он особо не выпендривался. Так чик-чик и все. Not what you'd call cute, this Gorun. Just as well they haven't found it yet.
А, это типа... Короче, мы в поисках вот этого вот Горана. Горан — это типа когда исторический человек. Чат, видите, такой волосатенький такой. Гертруд. Can't have been easy for Bauer to leave his daughter just after she was born. Bauer's daughter. Это его I дочечка. sometimes... This medal must belong to Bauer. He must have left it behind when he turned in for the night. Bauer's daughter. I sometimes forget I'm not the only one who left behind someone dear back across the mountains. А как еще осмотреть лагерь? Ладно, пойдем в палатку, вот сюда зайдем. Это, мне кажется, поискать. No one here. Bauer and Jaeger must have already... Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Боевой дух, говорят, нельзя как никогда. Ага. А как мы можем скрыть этот сундук? Альберт Бауэр, да? Знаете, что мы можем? Мы можем посмотреть, в каком году родилась его дочь, и зачекать это, да? О, это мы воду наполним, да? Ага. О, достижение. Быть подготовленным. With this, I'll be able to venture out for as long as it takes to find Sour. Так, вот посмотрим. Смотрите, 4.08. То есть мы можем на 04.08 написать, да? Я так правильно понимаю? И откроется? Я думала, Сибирия это ужастик. Не. Так, ну, рискуем, да? 04.08 пишем. 4 августа. Изи просто. Изи. Чел, ты прочитан. All shipshape. Typical Bauer. Bauer, are you little... Так. Письмо Франку Хёс. Уважаемый Гер Хёс, я прекрасно понимаю, как сильно огорчит коричневые тени неудачи нашей экспедиции. В то же время я прошу вас не удержать зла на Гера Бергера и моих товарищей, ученых. Или кого следует винить, как это Леона Кабатиса. Его недостаток энтузиазма становится все более очевиден. Я не удивлюсь, если выяснится, что он изначально и сознательно саботирует экспедицию. Вот крыса вонючая. Он на нас гонит. Типа мы виноваты. Вы поняли? Не, ну, конечно, как бы дочурка у тебя милая, да, но как бы батя у нее гондон. Так. А что делать? Ну, на нас гонят. Что у нас здесь по... А, у нас нет ничего, да, по такой инфе какой-то. То есть только галеты. Ну, жестко. I hope you're not thinking of going inside my tent, Kobatis. Там еще листик подсвечивался, а второй он просто почитал, сказал, что это порядок. Вы вообще тут, не тут? Алло. Ну. All shipshape. Typical Bauer. Ты вообще тут или не тут?
Так. Ладно, хорошо. Надо еще осмотреть лагерь. Тут что-то, видите, мы не осмотрели. Ну и потом валить. Только что мы не осмотрели. Как обычно, короче, где-то, ребят, есть какая-то точка. Не, это я тыкнула, Дзен, да, все норм. Ну, просто я же должна что-то сказать тебе на это, ты же понимаешь. Так, короче, где-то есть еще одна точка, которая поможет нам, так сказать, осмотреть лагерь перед уходом. Но эту точку я пока не могу найти. Я боюсь, что если мы сейчас выйдем подальше, то эта точка пропадет. Найдите плакат о суперсильном борце сопротивления. Какой-то плакат, ну что найти? Блин, так а что мы еще не сделали? Давайте поговорим, может, с ним, я не знаю. Look, can't you see I'm busy? Угу. Ну, тут я не знаю, что еще надо осмотреть. Я все осмотрела. Вот эту же построечку нельзя осмотреть. I should be able to catch up with Horst by following the road along the river. Короче, опять я не знаю, где эта точка какая-нибудь лишняя. Тут покликать ее. Ну ладно, погнали. Ага. Nah, I think I'm just going to stay here. То есть мы... Вот смотрите, вот это прям вот правильно, да? То есть я не могу, вот надо еще осмотреть что-то в лагере. Эта дорога ведет нас к... вообще к уйти. То есть надо что-то кликнуть. Надо что-то нажать. Что-то не до конца мы тут нашли. Ну вот только что. Может быть, я должна его как-то отвлечь, чтобы зайти к нему в палатку. О, это мы взглянули, это мы взглянули. Здесь мы сделали. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. МБ камнем сесть. Камнем сесть — это святое. Это ж я Jaeger and нажимала. Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Может, что-то все-таки не нашла я в сундуке этом? Ну нет. Ну, я вот так вот вожу, все тут есть. Ну, странно. Честно, вот очень странненько. Сейчас, ребят, секунду. Печу. Poor animal. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his.
Ну, здесь все. Я не знаю. Это мы все проклик-лакали. Hope I can get Это мы back to sketching the клакнули. valley. But with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt the letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive. I'm so glad Junta lent it to me. I was able to take wonderful pictures behind Berger's back. Вот этот вот момент, когда ты просто не знаешь, что тебе нужно делать. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Gorons really got to him. Момент, когда ты ходишь как дура, а вот смотрите, что-то вот. Goethe's Faust, one of Junta's posh friends, Murnau, if I remember rightly, turned it into a film about 10 years ago. I think the poor chap's dead now, though. Фауст. А, это... всё, мы вот это Sauer's не thesis. смотрели. From what I understand, he accepted to work for the Brown Shadow because they were the only ones who would finance his research. What a waste. Всё, да? Нет? Ну все. Я все осмотрела, пожалуйста. Я, походу, не все осмотрела. All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. Ну, я не знаю. Ну, здесь точно все. There's nothing more to do here, I Всё, guess. господи. I should leave the camp now. Надо было выйти просто, But you'll чат. have it coming, Bauer. Ладно, у нас с палаткой просто 2 книги мы не осмотрели, но вы поняли. Я же говорю, ты как бегаешь, как дурачочек, чтобы что-то вот кликнуть, клакнуть, и не понимаешь. Где же надо кликнуть, клакнуть? Покинуть лагерь. Better get going. Может, надо всего Фауста прочитать? Ой. Привет, я прошлый стрим не успела досмотреть. Часок дошла до места, где Оскара она бегать посадила, послушать не успела. А, ну так посмотри там, да, обязательно. Там музыка просто на музыкальной шкатулке, и которую играла Кейт. We'd better Ну, leave типа the mountain одинаковая. soon, or we won't survive. Сейчас из-за этого Леона играем. Мы там добрались до комнаты Даны, и вот перешли на Леона. Открыли там ее сундук. Anyone there? Looks like someone's left their gear over there. Better check it out. А, вот здесь вещи оставили. Я думал. Whoever it belongs to must have left in a hurry to have left it behind. Stopping to read in the middle of the wilds. That's sour all over. One of us must have stayed here. For a rest, maybe? One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? I'd better have a look around to find out what happened here. Ну да, она после этого забрала документы, как сыграла гимн. Она забрала документы у этого ректора и пошла к Дане домой туда. Мы там пробрались в ее дом. Слушайте, а где еще посмотреть? Что я не понимаю, он хочет... What on earth is that? That
must be what caused Sour to stop and rest for a while. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. Интересно. What in God? А, это вот Зауэр, да? Sour? What in the world? Shh! Look what I found. Is that a... A go rune! Yes, it's a go rune! I heard him cry as I was taking a break near the path. Hurry, we must go fetch the others. You go. He looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. But don't lose him. Мы реально его нашли. All right, little fella. Don't move. I'm coming to get you. Current's too strong to swim across. Better find another way. All sorts of debris has been carried by the river. But other than trying to build a raft, I don't know what use it can be. All sorts of debris has been carried by the river. Блин. But other than trying to build a raft, I don't know what use it can be. The trunk isn't very thick. А он типа не испугается, если мы сейчас бросим это дерево? Я что-то не поняла. Кто это? Это Горун. Они ищут вот этого доисторического человека. Easy, Leon. Now's not the time to get a dunking. Take it easy. I'm not going to hurt you. I just want to look at your wound. What can I give him to show I mean no ill? Может быть, воду? Или может, галету? Блядь, точно не мачете, конечно. Давайте, может, воду дадим ему. Thirsty, little fella? Ну, мачете мы точно не будем доставать, ну чел. There you go. Good boy. It's all right. Don't be afraid. You're all right, fella. Good boy. Eat up, fella.
Типа, да, типа Йети, типа старый какой-то исторический типа вид. Почему-то они называют его гору. It's good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Look, little fella. If you let me see your wound, you can have another biscuit later, yes? It's broken, all right. Must be very painful. You're a brave boy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Hold on. I'll be right back. Just be patient, little fella. I'll be right back. Что он хочет? Подожди, он хочет наложить шину? There's 2 bits of driftwood washed up there. They're straight enough to help get the Gorun back to camp. They're straight enough to help get the Gorun back to camp. Он, видели, он немножко по это. Ну, так типа какой-то жгут, да? I could use those creepers to tie up the Gorun's splint. They seem to be stuck. They should do fine to hold the Gorun's splint together. Ага. Мы типа сейчас, короче, наложим ему жгут какой-то. That mark, judging by the shape, must have been made by the Gorun, probably before he got injured. I wonder what it means. Here we go, fella. This is going to sting a little. There, wasn't so bad, was it? Очень смешно, Дзен, очень смешно. Now we just need to find a way to get you back across. Это что он там достал? Что он там делает? Он что-то пишет? Hey, did you do that, little fella? Well, better drawing than talking, huh? Блин, короче, он добрый, но походу сейчас они что-то будут очень злые, и это будет очень плохо. Ну, типа, этот Леон добряк, а эти сейчас, походу, как в клетку его загонят, и вообще будет хреново. Я бы его на ручки взяла бы, может, лучше, нет? Слушай, если у него перелом, он как-то еще очень хорошо ходит с переломом. Что вам сказать? Now we just have to wait for the others.
Ничего не можем, только продолжить, да? Слушайте, ну в целом, конечно, история интересная вот сейчас. Но, блин, он так типа прям послушал его, как мне кажется, странно, ну ладно. Huh? Ah, you want another biscuit? Бискет. You Ну learn да, quick. это как зверь, можно сказать. Человекоподобный такой, да? It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a child. And as soon as we made eye contact, I knew this was a creature endowed with reason. Чего они так долго? When my companions joined me, I immediately sensed we did not share the same point of view. They seemed blinded by the discovery. They couldn't see the individual. Блин. Они, короче, его хотят в ящик засунуть, а он мог просто с ним за ручку, блядь, пройти. Ой. Ну да, это не зверь, я понимаю. У него, видишь, у него есть разум и все такое. Он... It was clear the young Goran wasn't a person in their eyes, just a subject for study. In their excitement, they seemed to lose all common sense. What is wrong with it? Fruit. Have some fruit. You shut him up in a cage. What do you expect? He's frightened. Shut it up, or I'm going to gag it. А это маманя пришла. А это пришла мама. Мама пришла. Мама порешает вопросики. Обкашляет, так сказать. А что мне нужно? Нажать куда-то? А, вот. Господи. Я наверх смотрю, а она внизу. Pass me the rifle Нет, нет, нет! If we give it back, she'll probably leave. and deprive us of an adult specimen. You Нет, 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 нет! Нет, пожалуйста, я не хочу! Нет! Look at the size of her burger. Wound her, then we'll never get her back alive. Who said we need her alive? They can't all be live specimens, can they? No! Sorry about that burger, but I couldn't let you shoot them. Он его убил? Reinhardt, you all right? But he's killed Berger. Bauer, wait. You saw?
It was an accident. He was going to kill the Gorim, sir. So I had no intention to. Shut it, assassin! Assassin? Да, почему ассасин? Почему не murder? Ассасин? Что? Why ассасин? Ладно. Муха залетит. Отстаньте, блин, очень такой напряженный момент. Я думала, что он сейчас выстрелит. My head. Это скрытно убийца прилюдно? Но он же не скрытно его убил. Ну, это же прям, ну, как бы... Если бы он выстрелил, я бы ушел плакать. Я бы тоже поплакала, девочки. У меня уже напряжение слезное было такое. Пытаться сбежать. Oh dear Lord. Burger. I'm sorry. Он реально умер. never Я meant думала, to. он просто отключился. Они не хотели бы там проверить, может, он в коме, бля. В смысле, они его сразу похоронили? Looks like they're busy. Probably discussing what to do with me. If I can just loosen these ties, I'll be able to slip away without them noticing. Он прям That на тебя stone looks смотрит. sharp enough. If I can reach it, maybe I can cut myself free. Не I'll достаем. bring him some soup. We can't let him starve to death. Ты как будто в ассасине всегда скрытно убивала. Typical horse, eh? Always the good Samaritan. Доктор сказал морг, значит морг. Так они даже не проверили, может у него там, ну так, типа, ну, еле там пульс был, или как-то, может он в кому вообще впал от удара. Ну, сразу хоронить, конечно, прямо здесь. Ну, Aren't you afraid I was going to run for it? They intend to hand you over to the authorities in Kantar for the murder of Reinhard Berger. Doesn't surprise me. I came across a letter from Bauer that made me the scapegoat for everything that's gone wrong. Bauer had been planning this for some time now. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Wait for them to fall asleep. Then take your gear and get as far away from here as possible. Hear me? он нам помог, типа. Yes, but what? So there you have the full story, my darling Dana. I don't know what will become of me, where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. Это он ему оставил его письмо. Все, я поняла теперь, как она получила письмо. Ты не знаешь анекдот, что ли? Везут больного на каталке, он причитает, ну, может, таблеточку, микстурки, а санитар-доктор сказал морг, значит, морг. Always remember that my Не love for слышно. you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. I love you more than anything in the world. Leon, your mountain artist. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, puppet? Lena, come quick! Сознание потеряла?
Ну что ж такая впечатлительная Марфа Васильевна? Да, я тоже в земельку. Dear Diary, so much has happened since I received Leon's letter a few days ago. I'm slowly recovering. Today, Papa and Mama told me that I was going to leave for a while. I'll explain what's going on, but I don't know where to begin. I need to gather my thoughts as I finish packing my suitcase. Она беременна! Да ну нафиг, она беременна от него. Офигеть. Что ноги не опухшие губит, а ты прям разбираешься, да, я смотрю? The medication to treat my cough. Mama is forcing me to take it again since I collapsed after getting Leon's letter. I should pack it. Взять с собой лекарство от кашля, взять с собой фотографию родителей. I need to finish packing my suitcase before we say goodbye, dear diary. That scientist I met at the refuge, Horst Sauer, he brought me the letter after his return from Baltayar. I can't believe Leon is on the run, all alone in those mountains in the middle of winter. О, прочитаем, да? Моя милая Эдельвейс, я не писал тебе уже несколько месяцев. Мне очень жаль, что я не пишу тебе чаще и что не могу получать весточки от тебя, но наша экспедиция сейчас ушла далеко от благ цивилизации. Я сейчас там, где, наверное, еще не ступала нога современного человека. Сегодня мои товарищи собираются вернуться домой. С сожалением сообщаю, что не смогу вернуться в Европу вместе с ними. В экспедиции случилось нечто плохое. Виноват, конечно, отчасти и я. Мне придется побыть в этих суровых горах еще какое-то время. Обо мне, вероятно, будут говорить много разного и в основном плохого. Но я все равно хочу, чтобы ты знала мой взгляд на произошедшее. Я надеюсь, что эти наспех написанные строки помогут тебе понять, что случилось, и поверить, что мои чувства к тебе не угасли. Как только мы решили все неизбежные логистические и административные вопросы, экспедиция Исток покинула Кантар, столицу Балтаяры, а с ней и всякую цивилизацию. После трудного похода мы встали лагерем от подножия большой долины, где рос вереск. Все свидетели сходились в одном. Здесь чаще всего видели Горуна, знаменитого горного человека. Проводники не хотели задерживаться с нами и были явно напуганы перспективой встретиться с недостающим звеном развития человечества. Перед учеными Истока стояла задача поймать Горуна и доставить его в Европу. Коричневые тени, наш богатый спонсор, намеревались подхвастаться перед международным научным сообществом своим необычным открытием. Как ты знаешь, некоторые члены нашей группы уже полностью разделяли мировоззрение теней, другие же просто видели в них щедрого спонсора. Главное, что всех нас объединяла любовь к науке и не беспокоила необходимость иногда идти ради нее на крайне сомнительные компромиссы. Мы потратили несколько недель, исследовали каждую гору и долину в окрестностях лагеря, но безуспешно. Нам не попался ни один горун. В ходе тщательных поисков мы нашли несколько ледниковых медведей. Они немного напоминают горнов, но сам таинственный горный человек так и не обнаружился. Близилась осень, реки начали подмерзать у берегов. Близилась осень, реки начали подмерзать у берегов, и перспектива вернуться домой с пустыми руками становилась все более очевидной. Тех дружелюбных подначек, что развлекали нас раньше, уже не было. В лагере ощущалась грусть и напряжение. Особенно злился наш шеф Рейнхард Бергер. Каждое утро он отправлял по новому пути, лишь бы найти хоть какой-то след Горуна. Мы старались успеть раньше, чем суровая зима вынудила бы нас спуститься обратно в долину. Вчера на рассвете я по приказу Рейнхарда отправился на поиски Хорста Зауэра, решившего подняться на гору вдоль ручья. Хорст без сомнения был самым малоопытным альпинистом из нас, и Рейнхарда беспокоило то, что он еще не вернулся в лагерь. Я нашел его высоко в горах у развилки ручья вблизи островка, куда течение нанесло все подряд. Хорст указал на кучу веток, из-под которых сквозь туман потока доносилось скуление небольшого мехового комочка. Мы не верили своим глазам. Это был не совсем человек, но и не совсем животное. Внешний вид и шерсть полностью соответствовали описаниям. Похоже, что Хорст нашел то, что мы искали.
знаменитого Горна. Одни считают его жутким снежным человеком, другие — призраком Балтаярских гор. Я отправил друга в лагерь, чтобы он немедленно сообщил о находке остальным, а сам тем временем попытался достать малыша, который оказался в ловушке. Добраться до существа было нелегко, но детали я опущу. Его нога оказалась серьезно повреждена, мне удалось зафиксировать ее с самодельной шины. Существо наконец-то приняло мою помощь, и я угостил его галетой. Это была молодая особь, моя милая Дана, почти как ребенок. Мы посмотрели друг на друга, и я сразу понял, что он наделен разумом, своего рода примитивный гоминид. Да, типа дневник Даны. А когда вернулись мои товарищи, стало ясно, что они не разделяют мою точку зрения, они так радовались находке, не видели в ней личности. Было ясно, что молодой Горн не был для них личностью, лишь объектом изучения. Не вошли в раж и утратили здравый смысл. Ну, кстати, мы перечитываем все, что до этого видели. Успокоить их и убедить, что необычайному малышу нужна еда и медпомощь, оказалось нелегко. В итоге мы отнесли его в лагерь, где я лечил его перелом и перевязывал раны. Мне даже удалось угостить его галетой с джемом. Близилась ночь, мои спутники постепенно стали относиться к маленькому Горну снисходительно и решили отложить серию тестов до следующего дня. Тем вечером мы все радостно подняли бокалы за успех. Рейнхард Бергер сберег на дне сундука несколько бутылок шампанского и шнапса как раз на этот случай. Ближе к полуночи наш маленький пленник начал стонать, долгий и болезненный стон отдавался эхом среди утесов. Некоторые из нас немало выпили и не были готовы засыпать под эти крики. Мы подошли к клетке, Рейнхард Бергер пытался успокоить Горна, но тщетно. Он начал угрожать, вставить ему кляп, когда вдруг в ответ к кличу молодого Горна донесся мощный рык. Огромная фигура, судя по всему, взрослый Горн, появилась в лунном свете и двинулась навстречу нам. Она явно намеревалась освободить сородича. Я посоветовала друзьям не вмешиваться и не мешать этому великану, вероятно, матери малыша, забрать его. Мы все знаем, как силен бывает материнский инстинкт. Увы, Рейнхард со мной не согласился. Он взял винтовку. Наша экспедиция считалась бы успешной хоть с живым Горном, хоть с мертвым. Как только он собрался выстрелить, я без малейшего колебания прыгнул на него и повалил его на землю, чтобы мощный антропоид, видевший нас в препятствии между собой и малышом, его не растоптал. Мать Горниха в мгновение ока уничтожила клетку, разорвала бамбуковые прутья, словно соломенные. Она схватила малыша и исчезла с виду. Я встал, но Рейнхард Бергер не пошевелился. Он лежал на земле мертвый. Бедолага упал головой на камень, и я был виноват в его смерти. С точки зрения моих друзей, я не пытался защитить его от Горнихи, а напротив, не хотел дать ему застрелить ее. Милая моя Дана, я должен признать, что меня в тот момент посетили обе эти мысли. Горны показались мне чем-то вроде людей. Пусть примитивными существами, но уж точно не дикими зверями, которых можно убивать без колебаний. Как ты, наверное, догадалась, Ягер и Бауэр со мной не согласились. По их мнению, я из своей безответственности убил лидера экспедиции, и они собрались сдать меня властям в Кантаре, как только мы спустимся в долину. Они так обозлились на меня, что я сразу понял, ждать от них сострадания или понимания не придется. Они оттащили меня в сторону и привязали к дереву. Похоронив Рейнхарда, мои недавние друзья решили так можно скорее завершить нашу неудавшуюся экспедицию. Судя по всему, они хотели отправиться назад следующим же утром. За то, что я сейчас пишу тебе это письмо, стоит благодарить Хорста Зауэра. Он сказал им, что отнес мне еды и втихомолку развязал мне руки. Видимо, за эти недели между нами завязалась крепкая дружба. Возможно, он, как и я, жалел Горонов, как похожих на людей. Не знаю, ночью, пока все спали, я потихоньку сбежал. Вот такая история, дорогая Дана. Я не знаю, что будет со мной, куда заведут меня пути после побега, и каково мне будет жить убийцей в бегах. Но помни, что моя любовь к тебе всегда сильна, и больше всего, что я хочу это обнять. Леон, твой художник, ну вы поняли. Привет, Артемка. Так, ясненько, понятненько. Почитали письмецо, спасибо большое. Слушайте, она реально брюхатая. As I said, dear diary, I'm leaving tomorrow. Papa and Mama are sending me to a sanatorium out of town for a few months. Санаторий, They say it's for continuing my convalescence. In other words, to send me and my secret away from prying eyes. My parents have accepted the offer from their longtime friends, the Zimmers, to pay for my hospitalization at the sanatorium.
The Zimmers said it was in the name of their long friendship with Papa and Mama. Привет, Муртай, спасибо большое за рейдик. Приветики все. Мы проходим Сибирь. Здесь нет ДВД. Привет. Ага, короче, им попросили своих друзей Циммера, чтобы But I отвезли. think they feel bad that they can afford to flee Wagen in the Brown Shadow, whereas Mama and Papa can't. Угу. Кто ее обрюхатил? Ну, Леон. Она же там все лето с ним прогуляла. Не надо. Там же ж написано копить. Короче, это санаторий Баден. Ой, ё-моё. Баден-Куэлен, ага. The ideal summer and winter resort in the most picturesque and enchanting spot looking over the river Dombra. Well, let's hope that's true. Лоточек. Come on, Dana. There were enough tears already. Это ее, кстати, Дана Роуз. I was planning to give up all my old toys and dolls. But now I guess I'm going to need them in a few years. I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going. I'm almost done here. I just need to add my medicine and the brochure Herr Zimmer gave Papa and Mama. Oh, and a little souvenir of them would be nice. Junta inspired me, I guess. А, вот что это за... Так, лекарства взяли, фотография и... А, брошюра тоже нужна? Ага. Так, ну и фотография нужна. Poor Papa and Mama. They were devastated when the doctor they called after I collapsed discovered my secret. That secret I dared not speak about to anyone. Not even you, dear diary. Now I can tell you. I'm pregnant, dear diary. Leon is the father. There were a lot of tears and screams when the doctor told Papa and Mama. But they finally decided to pretend that the baby will be the foster child of a missing relative. I know everyone expects me to feel guilty, but I can't help thinking of names. If it's a boy, of course it'll be Leon, to bring his father good luck. And if it's a girl, I think I'll call her Anna. Anna. Papa looks 10 years older since he learned of my pregnancy. But what seems to have affected him the most was to ask Herr Zimmer for help. Mama says Leon is nothing but an unscrupulous adventurer who took advantage of an innocent girl. But I know it's not true. Вот такая вот история. На руку. Вы дурилки, понятно? I hope you are well, Leon, wherever you are now.
Papa and Mama have locked me up in here since they discovered my condition. I'm going to miss playing the piano while I'm away, let alone going to the academy. Подожди, а вот тут что? No need to go in the bathroom. I've already packed my toiletries, and I won't feel sick again until tomorrow morning. Так, ну все. Мне нравится Well, анимация, как that should be предметы. it. Как предметы здесь. All I need to do now is to conclude my diary entry and hide it somewhere safe with Leon's letter. А где мы писали? А, вон там, да? Now you know everything, dear diary. It is now, I guess, the time to say goodbye for a while. Привет, Рентари. На какое-то время, а получается на совсем, раз мы его нашли, да? Блин, то, что она, конечно, беременна All I будет, я can не hope now ожидала. is that Leon will survive winter in those faraway mountains, and that he will find a way to come home and clear his name. We will wait until then, me and the baby. Me and the baby? Do you still think there might be a family connection between you, Kate Walker? Ну, наверное. Well, all I know is that my family on my mother's side came from Europe. Well, like a lot of New Yorkers, right? I don't know from where exactly, but... And then there's the music box my mother left me, which it turns out plays the Vaughan anthem. I mean, it all seems so magical. Almost like destinies at play. Or a coincidence, Kate Walker. The law of coincidences states that the more an individual is liable to believe in coincidences, the more coincidences happen to them. But then there's the fact, Oscar, that everyone keeps telling me Dana and I look so much alike. What do you plan on doing now, Kate Walker? Надо искать санаторий, наверное. According to the diary, Dana left for a sanatorium outside of town. The records might tell what became of her and her baby. But before we go, there's something that's been bothering me. What is it, Kate Walker? The pogrom that Frau Heigl told us about, the one during which the house and the neighborhood were ransacked, happened in 1938, if I recall correctly. Dana said that she was leaving for the sanatorium for a few months at the end of 1937. Indeed, Kate Walker. So it is very likely she was safe and sound over there when the pogrom occurred. Yes, but what if she was home with her baby? I need to be sure before we leave for the sanitarium, Oscar. We need to search the neighborhood for more evidence. All right, Kate Walker. Where you lead, I will follow.
as long as you don't forget your bag. Trust me, Oscar. You're the only friend I've got right now. I ain't losing you. Что? А где мы еще можем что-то поискать? Мы же уже прям нашли. Угу. Узнать про погромы, да? Threats, riddled with misspellings and signed Frank Hoss, that member of the Brown Shadow who had it in for Leon at the refuge. Looks like he never forgave them and was after Dana during the pogrom. Indeed, Kate Walker, but the very existence of this message could mean she wasn't home when those tragic events occurred. Come on, Oscar, we need to find more clues. So, according to that letter, Dana was supposed to stay at the sanatorium until December 1938. Looks like there were medical complications. Сестра Магдалена. Баденская лечебница, Остероталь, 13 июня 1938 года. Уважаемый Гер Роуз, примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность за пожертвование, внесенное Гером Циммером от вашего имени. В связи с этим я рада уведомить, что Дана может оставаться у нас до декабря 1937 года, как вы и просили. Учитывая ухудшение здоровья, это и правда самый разумный выход. Уверяю вас, что мы будем всячески не заботиться. Искренне ваша сестра Магдалена, мать-настоятельница лечебницы. That's a good clue, I guess. But I need to find more. Dana's initials. Это ее, кстати... We were on the other side of this wall earlier, Kate Walker. It's like we've gone through a looking glass. I do not understand, Kate Walker. Forget it. I don't know what I'm saying. If you say so, Kate Walker. Так, это все? Угу. I hope you won't hold it against me. А у кого мы можем узнать про погромы еще? Вышла в окно. Да, это точно. Может быть, нам нужно вот на этот памятник сейчас посмотреть, который мы уже смотрели? Ackerman, Fisher, Yorga. I can't find Dana here. Some of the names are covered up with dirt. How can I clean it? Платком? Ой. Ну, столько платок есть. А, реально платком. Эту грязь просто платком можно? Dana isn't mentioned here. Роуз Антон и Роуз Лена. Anton and Lena Rose. Dana's parents. Oh God. They were killed during the pogrom. Is Dana Rose also mentioned?
It doesn't look like it, no. But I need to be sure. Так, а почему эти циммеры их не спасли, блин? Тоже друзья мне. Чего они их не забрали никуда? Я не поняла. Может, нам с кем-то нужно поболтать здесь? Я просто не знаю. Просто узнать про погромы. Так написано, как будто бы... I'm beginning to understand about this pogrom, Oscar. But I'd like to find out more about this sequence of events. There's that bookshop near the stairs leading to the tramway. You might Где be это? able to find a book А on the где subject эта there. книжка? Где этот магазинчик, Занька? Вот я хожу, я не вижу. Ну вот тут, мне кажется, мы уже запутались. Вот этот, может, магазинчик? Ладно, дочь спасли беременную. Ну да, тоже как бы неплохо, но все равно. А, вот этот книжный, ё-моё. Huh. According to that book, the pogrom occurred at the beginning of November 1938. Привет, антиварь. Законы. В марте 38-го аннексировали количественную тенами Астроталь. Ночь погромов в ноябре 38-го. I think that's it, Oscar. We know that the pogrom occurred at the beginning of November 1938. Dana's parents, Anton and Lena, were killed, that's certain. But Dana was supposed to be at the sanatorium back then. Which seems to be confirmed by that message Herr Hoss left in the house, Kate Walker. Exactly. So I guess we're done here, Oscar. Let's take the tram back to the guest house. We'll try to find that sanitarium first thing tomorrow. Ну все, чат, сваливаем. Я даже забыла, что здесь был этот книжный магазинчик, мы его видели. Все еще у меня в голове вон тот мужик, которого мы видели, когда были в лагере. Ну, как видели, со спины у него какой-то такой красный шарф. Что, мне кажется, с ним связано немножко. Так, мы в гостиницу. Кто куда, а я снимам. So, there she is. The famous Kate Walker. Sorry, what? Dana Rouz. I knew her very well, you know. Our Dana darling. Зайка, ты кто такая? Waiting for the tram, aren't you? Well, we'd be better off speaking at the guest house. I hear there's a storm coming. Pleased to make your acquaintance, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake or Fraulein Junta? Connecting the dots, are we? You're a very clever young woman. But you must be eager to know why I'm here in front of you, bearing the surname of one of Her Majesty's military officers. Ты реально Юнта? But here's our tram. Короче, Would you be мужик, so kind? который, ну, второй посетитель гостиницы, это и есть Юнта, оказывается. Мы когда поднимались с лагеря спать, да, там лежало вот это письмо, и там было написано, типа, полковнику Блейку. Прикиньте, это и есть Юнта. Ничего себе. Нифига себе она постарела.
А сколько лет-то прошло, что она... А сколько ей лет? Типа 60 лет уже прошло, ну, плюс-минус. Даже если ей было 20, ей лет 80 должно быть, правильно? Сколько ей лет? So, Miss Walker, you've been rather quiet. I would have thought you'd have some questions for me. Of course, блин. Ну да, 80-85. I read that you used your prestige as an artist to spy on the Brown Shadow for the UK before and during the war. So, what is your real name then? Yunda Steinhoff or Colonel Blake? Janice Blake is my name, Miss Janet Blake It's вообще. not the sort of name the Brown Shadow would have trusted, I'm sure you'll agree. So I took my mother's maiden name as an alias. Both my parents were diplomats from Austria, you see. Ага. То есть вообще ее Джанет зовут. So you were some kind of double agent. You make it sound more romantic than it really was, miss. But yes, I guess one could say so. Да, она вообще может быть жива, по идее, если ей лет 80 тоже. Но она, наверное, младше была, на годиков 5-6. You mentioned the guest house. Are you that other guest I heard about? Да, это она второй постоялец. Indeed, Miss Walker. It's actually Frau Wagner who told me about you. When she told me that you were looking for Dana, I knew I had to. Что сама Юнта здесь делает? Frau Wagner told me to call the academy, which I did, and the rector then redirected me towards the Bridge of Mists. And that's how I ended up wandering up and down it, asking about a mysterious American woman with a painting. I guess you have new information about Dana for me? I might very well indeed, Miss Walker, but what if you told me first what that little investigation of yours has dug up about Dana? I know Dana was very concerned about Leon being on the run after the death of that scientist, Herr Berger. I can't blame her. How could he survive through the winter all alone in the mountains in a strange country? How could he? That's exactly the right question, Miss Walker. That origin expedition in Baltayar. What a mess that was. I discovered today that Dana became pregnant that summer of 37. Leon was the father. So her parents decided to hide her in a sanatorium outside town. Which, I assume, saved her from the night of the Brown Shadow pogroms in Vagen. You assume right, but her parents, on the other hand. Yes, I heard they didn't make it. Poor bastards, if you'll pardon my French. So, that's basically all I know. Can you tell me what happened to Dana after she left for the sanatorium to have her baby? I must confess, Miss Walker, that I was afraid you might overlook some of the painful information here, which is clearly the case. What do you mean? Look, I think it would be best if we stay in this carriage until the very end. I know it is an odd request to make, but you really must see this for yourself. Well, Until then, I recommend you look outside the window. I guarantee it'll be worth your while. Только не говорите мне, что женщина, которая в гостинице, типа как-то связана с Даной, или это вообще, блин, и есть Дана. Только не говорите мне, что это так.
Я буду орать в голосину. Или это, может, ну, еще дочка, я не знаю. Не поняла, ты куда? Нифига! Прям по реке? Офигеть! Красотища какая, господи, прям по реке он летит. Блин, она говорит, типа, мы что-то упустили, чат. А что мы упустили? Мы все делали, я все кнопочки нажимала. Я все клик-клакала. Слушайте, так, а мы точно в гостинице? Тут не похоже на гостиницу. Как он так ровненько прям под рельсы спустился? Это мы куда приехали? I'm sorry, Miss Walker, but chasing you around that bridge was more exhausting than I thought. That's okay. I can wait. Ah, nonsense. I know how eager you are to find out about Dana. So you go first. I'll meet you at section 08. I'll come meet you there. Чё, куда идти? С секции 08? Может быть, настоять? Can't you just tell me what we're doing here? I know it must seem cruel, speaking in riddles and keeping up all this mystery like a bloody fortune teller, but I promise you must see for yourself. Окей. Okay then. Я думала настоять, чтобы она пошла с нами, а не настоять, And чтобы don't forget, спросить. Miss, section 08. Find it, and I'll meet you there. То есть мы не в гостинице. Cold as hell here. Так где мы? А, стой, это мы приехали в этот, что ли, в больницу? Не кормите лебедей. Ну, дополнительного ничего нет. How the heck do I get myself into these situations? These ruins, they look like they're from the Middle Ages or something. Секция, ну, О8, она сказала, типа. There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an isolated and derelict place. Statistically speaking, it is highly improbable that you'll meet anybody, good or bad. Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure me, would you? As you wish, Kate Walker. Так, нам вперед. Слушайте, музычка какая-то зловещая стала, вам не кажется? Где мы вообще? Это лечебница это? Походу, да. Grim. Или это вообще... Это, стойте, это какое-то... Это как это, кладбище, да? Похоже на кладбище все-таки. Вряд ли это лечебница. Морг, значит, морг, да? Кто там шутил?
place gives me the creeps. Looks like... Oh, jeez. Ну, да, это кладбище. Я поняла, Мэри, What is что... it, Kate Walker? This place, it's a cemetery, Oscar. I think Dana's... Oh my god, she must have... Don't jump to hasty conclusions yet, Kate Walker. You should try and find that spot that Colonel Blake mentioned. Section 08. Yes, Section 08 is over there. I don't have time... Is there anything that requires my assistance? Да, давай. I'm gonna need you to be my eyes, Oscar. Will do. Just call me whenever you need directions. Ага. A cemetery. Oh my god. И почему она именно на кладбище нас привела? Что за мрачные вот эти места? Ненавижу кладбища. Impossible to read. Section D. I need your eyes, Oscar. What would she do without me? Так, мы на секции D. Нам нужно чуть-чуть вверх, да, я так понимаю? The inscription has faded away. I need help here. Смотрите, мы спустились вот здесь. Вот, мы вот здесь вот типа спустились. То есть, получается, нам нужно просто наверх туда, да? Найти табличку с меценатами. О, мы можем, кстати, поискать здесь табличку, а потом вернуться. У нас есть доп. Задание про табличку с меценатами. It's not here. I need directions. Нам нужно табличку найти. Подожди, радость моя. Section G. It needs a key. The undertakers must store their tools in it. Ага. It needs a key. Какой-то ключ. Doesn't look that strong, though. It needs a key. But it doesn't look that strong, though. Так если он это, может, мы его просто, ну... Section G. Так. Не-не-не, подожди. Нам что-то нужно здесь взять или нет? A dead end. I'll have to go back. Ага. Can you tell Смотрите. me where I am? Reporting for duty. Once again. Вот здесь вот, видите, закрыто. Оскар здесь. А, это мы здесь? А, так вот здесь вот и закрыто, да, я так понимаю? Какая-то табличка была в самом начале? Ты имеешь в виду прямо у бабульки этой, что ли? Section D. Impossible to read. A cemetery. Oh my god. Там у трамвая была лебеди вот эти мы посмотрели. Там типа не кормите голубей было. И, ой, голубей, Impossible to лебедей. get through. I'll have to find a way to go around it. I can't figure out where to go. Ага, и вот здесь тоже не пройти. И еще там было
Ну, карта, типа, трамвайная. Illegible. Там больше ничего не было. Секция. Section B. Так, мы I на need directions, секции. Oscar. Короче, мы вот так сейчас, походу, в обход пойдет, потому что здесь закрыто. Короче, здесь не пройти, но вы увидели сами, да? А вот, наверное, табличка. Section F. Can you guide me, Oscar? Ага, мы вот здесь, да? Что? Надо найти какую-то табличку с меценатами там. Something's missing here. Ага, подождите, зайки. Тут еще надо что-то поискать, что-то повставлять. Тут не все так просто. Угу. Что-то там не хватает, чтобы, короче... Section B. Section B. Взять? А, это мы вернулись к Оскару. Блин. So, the bag again. I know, Oscar. I know. Obviously, you do not, Kate Walker. Подожди, братан, сядь обратно. Мы вернулись, с чего начали. I have to find section 08 before I leave. I need to know. Ага. Так, теперь идем в эту сторону. Ага. А, это что-то... А, это ворота. Все, я понял. Это ворота просто, чат. Блин. Section B. Да ты можешь вперед идти? Impossible to get through. I'll have to find a way to go around it. Это какой-то лабиринт реально происходит. Section D. Так, хорошо. Все, там дальше ничего нельзя. Oscar? I do the thinking. Вот She does the walking. мы здесь, правильно я понимаю? Мы же вот здесь. The inscription has faded away. Impossible to get through here. Better find another way. Угу. Так, это мы где, братан? Oscar, I'm kind of lost here. Наверное, Leave me a second. мы вот здесь. Вот здесь, да, наверное? На секции М какой-нибудь или I. Так, давай вот сюда сначала. Ну вот туда хочу, вон там же кнопочка. А, извините. Все, хорошо. Impossible to get through here. Better find another way. Это какой закрылся Can you путь? tell me where I am? Let's see. Ага. Так. О, It can't be смотрите. here. Точно Better keep есть. looking. Какой-то, блин, Impossible to read. impossible to read. The inscription has faded away. The undertakers must have forgotten it. The undertakers must have forgotten. Seems so old. This place must be centuries old.
Короче, мы где... Can you guide me, Oscar? Reporting for duty. Once again. Короче, мы вот здесь, да, вот. Ну, сейчас на секцию Пи поднимаемся, да? Подняться. Блин, ну такой, конечно, немножечко. Section P. Пи. Пи-пи. А, ну вот и I табличка. recognize some of the names here. Pretty interesting. But I should get back to what I was doing. Ян Ауэр, Изабелла Н, Маркус Финк, Рене, Адам Циммер, Эр Брор, Эрик Фихтер. Ага. Понятненько. Табличку нашли. Так, нам, получается, туда? Покажи там. Вот мы поднялись. Нам вот сюда, да? Вот так вот. Как. А мы сможем вот здесь пройти? Поверху? Тщательнее Кейт Уокер, да, это точно. Или нам вон туда, вниз просто. Да. А, нам просто вниз, походу, да? Не надо было. Вот это О, да? Section O. Right over there. Ага, все, нам нужно просто... Я понял. Так, ну ладно, табличку зато нашли. Не зря поднялись. Спускаемся. Тешится классика. Так, чат, ну наконец-то нашли все. Сейчас, блин, скорее бы уже разгадочка. Или что тут происходит? Illegible. Нашли. Ну, что там? Дана Роуз? Она там? Она... Anna Rose, 1938. Она умерла при рождении ребенка? Oh no. Она умерла, наверное, при рождении, да? А, подожди, Анна Роуз, это ребенок умер. Блин, это не Дана умерла, это Анна умерла. Ребенок, нет никакой связи с ней, походу, все-таки. Или как? Блин, объясните, пожалуйста, не молчите. Говорите, женщина. What happened? Dana's health had deteriorated at the sanatorium. Her coughing fits, the pregnancy, and all the stress about Leon being on the run out there in Baltayar. It was just too much for her to bear. The doctors had to put her to sleep before her delivery. There were complications, and when she woke up, her parents told her the terrible news. They had already buried the baby girl. How come the Brown Shadow didn't go after Dana? They controlled Ostertal back then, right? Oh, they would have eventually, believe me. And afterwards? Dana became sterile because of the complications during childbirth. So she remained at the sanatorium a few months more. She was devastated, poor darling. That's how she survived the pogroms. Yes, but that didn't mean she was safe. So what happened afterwards? Dana lost everything. Her parents, her baby, Leon. I think she would have just given up if I hadn't been there that day. But I had to go to London.
Back then, I used to get invited every year or so to all kinds of artistic events. I could then make out my report to the British Secret Service without arousing the Brown Shadow's suspicion. So I took Dana with me to save her from them. Ну это вообще грустно, идите в жопу. Зачем так грустно делать? Dana stayed in London for about 6 years. I found her a flat and a position with my real employer, the Foreign Office. She had no family, no friends, and in a way she had no life. She spent every minute she had in the office fighting in her own way against those who took everything from her. She went from one promotion to another, and soon she was among those in charge of coordinating all the resistance fighter groups pertaining to the different occupied countries of Europe. All right, Dana. Focus. The Admiralty needs us to spot the enemy units on the map according to the reports they provided. Штивен Пола, я поздравляю тебя, ты выиграл. Что, 100 эликсиров, да, выиграл? Молодец. Молодец, что приходишь, играешь. Блин, ну грустно это. Чё так грустно, а? Я поросыта. Управление специальных операций. Доклад агента БДЖБ. По заданию вырезана цензура, изучение перемещения вражеских войск, расположение обстановки на западном берегу такая. Обнаружены 2 зенитные батареи близ Дувра. Танковая дивизия выходит из Шебра. Что зенитная батарея близка, но по-прежнему активна. Наша разведка подтвердила, что в Бельгии по-прежнему находятся 2 танковые дивизии. Внимание, еще одна танковая дивизия отбыла в Гавр. Что мне нужно сделать? Поставить? А как? Субмарина, танк ПЗРК. Из Шербура. Мне нужно танк поставить из Шербура, правильно я понимаю? Правильно, типа. Зенитная батарея близка, но по-прежнему активна, и обнаружено 2 зенитные батареи близ Дувра. А что такое зенитная батарея? Вообще не разбираюсь в этих военных, блядь. В Бельгии находятся 2 танковые дивизии. А, вот еще. В Северном море по-прежнему действует подводная лодка. Я вообще не понимаю, что это значит, чат. У меня есть какой-то ПЗРК и субмарина. А, субмарина это подводная. Ага. Ну-ка, дай-ка. В Северном море прежде здесь была лодка. 2 из 3 подводных лодок, расположенных в Хельском море, отбыли в Шербур. Подводная лодка вышла из Шербура, чтобы встретиться с лодкой, действующей в Кельтском море. Кельтское море. Это субмарина, правильно? И чё? А ПЗРК это вот это, что ли? Вот это зенитная, да? Танковая дивизия. Нет, это танковая дивизия отбыла в Гавр. А, может быть, вот сюда танк. А вот это ПЗРК. А, вот, зенитная, это вот это, да?
ЗРК это зенитка. Все, спасибо, крокодил. Да, вот это зенитка, я понял. 2 зенитные батареи близ Дувра. Все, 2 близ Дувра. Нам нужен Дувр. А вот. Ну вот так. А что, еще что-то? А, тут можно много чего ставить, да? Подожди. Еще одна наша сказала, что в Бельгии по-прежнему находятся 2 танковые дивизии. А, надо все ставить. В Бельгии находятся 2 танковые дивизии. И еще одна танковая дивизия отбыла в Гавр. А, ну вот, мы поставили. Дальше. Надо все ставить, да? Остановка на западном берегу Франции. 2 зенитные батареи близ Дувра. Это мы поставили. Танковая дивизия выходит из Шербура, чтобы достичь зенитной батареи у Бреста. У Бреста. Брест, кстати, это Беларусь. Ладно. Танковая дивизия выходит из Шербура. Вот, танковая дивизия выходит из Шербура. А вот Брест. Подождите. Не понял, во Франции тоже есть город Брест? Вы рофлите? Век знала, не знала. 2 зенитные батареи вблизи Дувра. Танковая дивизия выходит из Шербура, чтобы достичь зенитной батареи. Зенитная батарея близ Кана. Зенитная батарея близ Кана. Кан ПЗРК. Все, дальше. В Северном море прежде подводная лодка. Северное море. Дальше. 2 из 3 подводных расположены в Кельтском море, и подводная лодка вышла из Шербура, чтобы встретиться с лодкой из Бреста в Северной Атлантиде. Да, и еще вот здесь вот подводная лодка. А, стой. Что здесь было? Может, вот так надо? Здесь танк был? Все? Я вообще не понимаю. Что-то не так, да? Что за военные действия? Ну, в смысле, мы расставляем тут. Ой, так, наша разведка подтвердила, что в Бельгии по-прежнему находятся 2 танковые дивизии. Еще одна танковая дивизия в Гавр. В Бельгии. Вот Гавр, правильно я понимаю? Правильно? Или вот здесь надо было? А, 2 танковые дивизии. Угу. Все, а вот Гавр, одна. Ага. 2 танковые дивизии в Бельгии. 2 зенитные батареи близ Дувра. Надо 2 поставить, да? А как поставить? А как? А 2 не ставятся? Как, а 2 не ставятся?
Может, надо вот сюда тогда поставить? О, господи, ладно. Танковая дивизия выходит из Шербура, чтобы достичь зенитной батареи у Бреста. Давайте вот эту, может, уберем все-таки. Зенитная батарея близка, но по-прежнему активна. А вот это что? Ладно. Ой, господи, что-то сложно. В Северном море прежде действует подводная лодка. Ну, правильно я поставила. Подводная лодка здесь. Дальше. 2 из 3 подводных лодок расположены в Кельтском море. Отбыли в Шербур. И что? Я ничего не понимаю. Подводная лодка вышла из Шербура, чтобы встретиться с лодкой, действующей у Бреста в Северной... А, и вот здесь вот, да? Типа неправильно или что? Будь проклята Кришна Тень и Фрэнк Хёз за то, что заставили нас пройти через всю эту боль только за тем, чтобы утолить свою жажду мести. Вчера вечером я видела Юнту, режиссера подруга Лен, с которым познакомилась прошлым летом. Ума не приложу же, чем такой известной, свободно любивой персоне возиться с 18-летней девчонкой вроде меня. Может, она лишь выполняет данное Леону обещание присматривать за мной, но, похоже, делает она это искренне. Возможно, мы с ней действительно становимся друзьями. И еще Юнта передала мне письмо от Леона. Экспедиция Исток, с которой он отправился, прибыла в Кантар, столицу Балтаяра. Пока он будет там, мы не сможем с ним переписываться. Леон будет отправлять свои письма Юнте, а та незаметно передавать их мне, чтобы избежать любых, скажем так, неудобных вопросов от родителей о том, откуда или что куда страшнее, от кого приходят эти письма. Я так взволновалась, сегодня снова виделась с Юнтой, и она передала мне еще одно письмо Леона. Очевидно, что Гербергер, начальник экспедиции, ведет себя с ним ужасно, хотя прекрасно знает, что Леон присоединился к ним не по своей воле. Но из-за Леона Кантар и весь Балтаяр кажутся таким чудесным краем. Я мечтаю отправиться туда вместе с ним, сбежать в страну грез. Рождество так далеко, жду не дождусь новой встречи с Леоном. Я тоже готова смириться с этим дурацким прозвищем, все равно он использует его в каждом письме. Затем Леон написал о скором отбытии экспедиции Исток из Кантара. Они собираются отправиться на высокогорное плато Балтаяра, чтобы продолжить поиски дурацкого снежного человека. Но хуже всего то, что он не сможет мне писать. Говорит, что у Йети нет почтовой службы. Не смешно, однако я надеюсь, что у него все будет хорошо. Так, дорогой дневник, должна признаться, я немного волнуюсь. Миновало несколько недель, и с тех пор я получила весточку от Леона. Я узнала, что не сможет писать, когда отправиться на плато, и не предлагала, что так долго будет там оставаться, что же их там содержало. От Леона прежде никаких вестей, я очень сильно переживаю. Мне постоянно снятся кошмары о том, как на Леона нападают свирепые снежные твари. Сегодня утром, проснувшись, меня тошнило. Я продолжала испытывать гнетущее чувство, будто болезнь легких вернулась. Учитель в академии говорят, что я стала рассеянной. Мне нужно взять себя в руки, кем-то собирается зайти ко мне в академию после урока. Слушайте, ну замечательно. Замечательно. Мы что-то неправильно расставляем, но я просто не знаю, что еще расставлять. Ребята, в Северном море действует подводная лодка. Северное море. Подводную лодку нарисовала. Правильно? Правильно. Дальше. Наша разведка подтвердила, что в Бельгии по-прежнему находятся 2 танковые дивизии, и еще одна танковая дивизия отбыла в Гавр.
Может, типа, отбыла, это не значит, что она там? Или что? Или, типа, отбыла, это вот здесь она, типа, вот она отбыла в Гавр. Правильно я понимаю? Хорошо. Допустим, вот так вот. Тогда вот это убирать. Еще раз все делать. Вот наша первая, да? То есть в Бельгии прежде 2 танковые, и еще одна отбыла в Гавр. Правильно? Вот, в Бельгии 2 танковые, а одна отбыла в Гавр. Вот она в Гавр. Правильно я понимаю? Дальше. Изучение печали. Обстановка на западном берегу Франции. Обнаружены 2 зенитные батареи близ Дувра. 2 зенитные батареи близ Дувра. Вот Дувр, зенитная батарея. Раз. Вот здесь вот. 2. Больше нигде не поставишь здесь. Поэтому ставим вот здесь. Дальше. Танковая дивизия выходит из Шербура, чтобы достичь зенитной батареи у Бреста. Танковая выходит. Зенитная у Бреста. Танковая вот отсюда выходит. Правильно? Вот так вот. Вот это типа Шербур. Она отсюда выходит. Зенитная батарея близкана по-прежнему актива. Близкана, зенитная. Вот Кан. Вот она по-прежнему актива. Это обстановка во Франции. Да, это то, что сейчас типа военное время она тут отмечает. Она же поехала с юнтой. Так. Это обстановка во Франции, там было написано не в Великобритании. А, типа, я вот сюда не должна ставить. А куда мне ставить? Типа вот так? Типа, не сюда думаешь ставить, Мэри? Ну давай, ладно, как ты говоришь, попробуем. В Северном море... А где это было написано, что я не поняла? На западном берегу Франции. А, на западном берегу. А, ну да, хорошо. Вот сюда, значит, 2 ставим. Дальше. В Северном море прежде подводная лодка. Мы поставили ее? Мы поставили ее. 2 из 3 подводных лодок, расположенных в Кельтском море, отбыли в Шербур. 2 из 3. Шербур. Две из 3 подводных лодок, расположенных в Кельтском море, отбыли в Шербур. То есть, получается, здесь одну рисуем. А вот здесь вот так. Типа, они вот типа идут. Господи, я не знаю. Ладно. Подводная лодка вышла из Шербура, чтобы встретиться с лодкой, действующей у Бреста Северной Атлантиды. Наконец. Спасибо, Мэри, за вот эту хрень про Великобританию. Я даже не заметила. Юнта! Dana, darling, you can use my real name here, you know. Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Yunta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that, hmm? You were always too soft on that little brat. Oh, give her a break.
What are you doing here? I'm so glad to see you. Only doing my duty, Dana darling. A gallery invited me for a conference, so I jumped at the occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while, I'm afraid. It's getting very hard to leave the occupied territories, even for a famous so-called pro-brown shadow artist like me. Anyway, how have you been since my last visit? Ну, может так, да. Ну, там вот про зенитку, да, там не надо было вообще ставить. Ну, там просто точка это была, и я подумала, что раз точка есть, значит, можно туда ставить. Ну, как обычно, вот метод тыка вот этот работает. Busy, I guess. That landing everyone is talking about could change everything. You know quite well that wasn't what I was asking about. Ну, типа, да, она помогает бороться с тенями. Well, with Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltair for the past 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. But it's all beginning to feel like a dream, Yunta. A distant dream. Especially her. And I don't want it to, you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away. Офигеть. I'm sorry, Yunta, but could we please change the subject? Of course, darling. What is it? More work for you, actually. Oh? Yes. The Allies need someone for an operation with the Resistance in occupied territory, and they think it should be you. But truth be told, Dana, I'm not sure that's such a good idea. Why not? I did volunteer for field operations. They've trained me a lot for that. I know, Dana, but this operation will happen in Ostertal, right next to Wagen, actually. I see. Look, you don't need to answer me this minute. And no one would blame you if you declined the mission. We all know you don't only have happy memories of Wagen. You still have time to think it over. But before you give your final answer, they need you to identify the resistance group that will execute the operation. It's all explained here. And of course it's all top secret stuff. So you must cross-reference the documents right here in this room. You'll have to use that thing over there. But I don't know how to use it. I'm sure that's easy for you. You have such a clever mind, my little virtuoso. I'll see you later. Well, let's get cracking then. Опять работа. Починить пневматический телеграф. Управление специальных операций. Foreign Office, Лондон. Совершенно секретно. Номер задания. Ревизия. 04.04.1944. Номер задания 07.02.2021. Какой-то такой странная дата. А что у нас 07.02.2021? Нам нужны добровольцы для важной операции в рядах сопротивления в одной из оккупированных стран. Страна Махушевесна — это Остерталь. Если вы согласитесь на задание, вас десантируют близ Вагена, чтобы вы смогли скоординировать эвакуацию гражданского лица и оставить его в Швейцарии. Доставить. Для этого вам будет в помощь будет придана одна из основных групп сопротивления в регионе. За прошлые годы эта группа добилась значительных результатов. Вне зависимости от того, согласитесь вы или нет на это задание, вам с сегодняшнего дня нужно будет установить эту группу среди всех групп, действующих в Остертале. В целях соблюдения секретности вам запрещено покидать рабочее место, пока вы не установите группу. Мы дали вам временный доступ к находящемуся в вашем кабинете пневматическому телеграфу. Это военная помощь нам от французского инженера. Данная машина позволит вам запрашивать все необходимые документы. Ага. Давайте походим тут немножко.
The most widely used Allied single-seat fighter plane. I probably owe it my life, like all of us here. The Blitz ended a few years earlier, but now the Brown Shadow is sending us a new death machine. The V2. We're snowed under. The paperwork is piling up, and problems with it. Could one imagine anything as insane as the whole wide world at war? And for the second time in barely a generation. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. It's stuck. I'll have to remove... I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. Что-то тут надо потыкать, чат. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Ага. А сколько оно должно быть? Угу, все понял. Получить список сетей сопротивления. Что нам надо, получается, сделать? Нам нужны добровольцы для важной операции в рядах сопротивления в одной из оккупированных стран. Астереталь. Ага. Что тут надо проверить? The Soviets are on the move. They've reconquered most of their territory, and they're closing in on the Brown Shadow. We've reconquered North Africa and half of southern Italy, and we aren't going to stop there. The United Kingdom seems pretty much on its own as representative of the free world in Western Europe. Так, мне нужно получить список сетей сопротивления. Сопротивление. Отряды. А, сети, да? Списки сетей сопротивления. Астереталь. Правильно я понимаю? Right. Let's see. Нифига себе, как интересно тут.
Машина такая еще. Опознать сеть сопротивления в вагине. А тут должна быть эта Лена, да? Как ее? Лена. Can't be that underground network. Что? No, it can't be this underground network. Ага, именно вот Ваген. Что я не поняла сначала. А Лене там должна быть, да? Или он там? A coincidence. It must be a coincidence. Кодовое имя Эдельвайс. Ну, это типа Лене там или он, что ли? Come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true though. That's exactly what you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on then. All right. Художник I'll с call горы. you my mountain artist from now on. Горец-творец. Ну, не совпадение получается, Занька. Там и твое, и его кодовое имя. Leon! He's alive. He's alive. He's alive. I need to... Oh, good grief. But Ну, конечно, она сейчас согласится. Yunta! Yunta! Или это специально так подделано, чтобы она думала, блин, везде ищешь подвох, чат, везде. So Leon made it from Baltayar. But how? I have no idea, miss. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Ostertal to set up the Edelweiss resistance group. Ага, он назвал такой отряд. Which made Dana accept the mission you told her about back then, right? Of course. Of course, she was given extra training and was dropped near Vagan the following summer to carry it out. Ну, конечно, она отправится, раз узнала, что он жив. We'd better get going. It looks like the storm is coming. You go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Of course. Take all the time you need. Take all your time you need. Блин, ну, немножко грустно, да? Типа она потеряла ребенка. Мне вообще такое не нравится. Что она, конечно, ребенка потеряла, это вообще грустно. Мы все-таки, походу, не родственные связи с Кейт Уокер. Да? Может быть, наша мать просто была в этом сопротивлении, это музыкальная шкатулка там. Ну, не мать, точнее, а кто-то из... Может быть, так. Так она ж вроде вообще бесплодная. Ну да, да. Так я, ну, говорю, может быть, она была просто в сопротивлении. Может, хотя бы пересекалась с этой Даной, не знаю. Может, кто-то из родственников. Привет, Влад. Иди сюда, Оскар.
Так-то уже 9 вечера. Оу, ничего себе. А-а-а! What the heck? What is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Oh, there must be a mechanism to open them somewhere. There always is, Kate Walker. Не, ну ты понимаешь? Ой. Взяли в 9 вечера, закрылись ворота. Может, все-таки вылечилась, а фиг его знает. Maybe I could use this with the lock. А как мне... It's out of reach. Малышка, так как мне достать этот... А где вот это вот место, где была вот эта вот подсобка? Вот оно. It needs a key. But it doesn't look that strong, though. The Undertakers must store their tools in it. А как мне? Угу. Ну тут ничего нету. Я думала, можно будет взять какую-нибудь палку, подтолкнуть эту кирку здесь. Как эту кирку достать? Ой, извиняюсь, я зеваю. О, может с этой? А, нет. Seems so old. This place must be... Must have got it wrong. А, да, сейчас Оскар принесет, реально. Can you bring that pickaxe closer, Oscar? Of course, Kate Walker. Это так забавно, когда мы управляем. Прыжок. Неплохо. Оскар принес. Я как разыбу. Но я думаю, что нам нужно открыть это помещение, потому что вряд ли мы будем сейчас ломать... Ну, конечно, нужно сломать... Лучше сломать тот замок этой киркой, чем ворота. Тоже неплохо. Ледоруб без льда. Да, такой из меня ледоруб. А вот это рукоятка. А, все? Ну так и подумала, что здесь рукоятка. Там же еще какой-то я. А все, видишь, мне больше ничего не дает взять. Что мы, конечно, в этом на этом кладбище засиделись.
Немножечко засиделись. Нельзя мы... Да, не зря мы в этом шахте сидели, там киркой работали. Научились, так сказать. Флэшбэки сейчас такие, да, словили? You seem disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong. Ты же не разбираешься в чувствах, Оскар. Dana Rouz lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. I wish I were like you, and not controlled by stupid emotions. Nice of you to say, I guess. Sorry, Oscar. That didn't come out so well. Привет, любимая картошечка. Нарисуй. Мамо, мамонт. Это неправильные ноги, Кейт Уокер. Ой, I'm sorry. I'm very sorry to have brought you such bad news. Ну, в смысле bad news? Тоже нормальные новости, что Дана жива. Ой, извините, а можно мне... А, вот трамвай, господи. Так, ну что, нам надо в гостевой дом. Огорчительное открытие. Ну да, немного, конечно, мы расстроились, это факт. Это факт. Но все равно же узнали бы, что она умерла. Ну да, я согласна с тобой, Мэри. Ничего страшного, что мы это узнали. Так. Да, узнали бы же все равно, поэтому... Ну, грустно немного, конечно. Трамвай вообще крутецкий, мне так нравится. Особенно, когда он в мост туманов ехал. Вообще такая крутая там атмосфера. What about that mission Dana led with Leon's resistance network? It didn't turn out well, Miss Walker. Actually, that's the reason I left London to be here. Oh? Yes. Just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War and to move them to the Silberspiegel Refuge. Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's plausible that... That Leon, at least, is among those bodies, yes. Do you think Dana could be among the bodies? I
I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of Она her не видела again ее after после the mission. задания. Yet, according to some witnesses, Dana survived the war and indeed helped resistance fighters from Wagen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. What happened to Leon? According to the testimonies I've obtained, Leon was killed on that mission. The Foreign Office tasked Dana to lead an avalanche, apparently. I am one of the few people still alive to be able to identify him, which is why I'm here. If it weren't for this bloody storm, it would have been done today. А, вот почему она здесь. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. I see. Try to stay positive, Miss Walker. Only a visual identification will allow us to be certain. We can go as soon as this storm's over, probably tomorrow or the day after. Right. Miss Walker, we've arrived. Мисс Уокер в тильте, блин. But you're not coming, are you? Как и мисс Бомба. Well, Miss Walker, you might not be related to Dana, but you bloody well certainly remind me of her. Куда она? Я не поняла, почему она ее высадила, а сама куда-то поехала. Мы в Зильбершпигель поехали? Мы обратно поехали? А, мы, походу, ее высадили, а сами погнали в этот... в лагерь. So, instead of waiting for the storm to pass and for the official identification of the bodies, I might add, that were trapped in the ice for 6 decades, you, and by extension me, are going to climb up the mountain so you can identify them yourself. I know, Oscar, I know. But I've just got to be sure. Because if one of those bodies turns out to be Dana, We'll have no more trains to chase? Чат, ну мы в тильте, ну что я могу вам сказать? Официально. Да, кататься поехала. Поехала медитировать на трамвае. Не, мы реально едем в Зильбершпигель, чтобы опознать тело сами. Ну, такая вот история. Девочки, это тильт.
Блин, ну буря еще такая. Может, подождала бы до утра хотя бы, нет? Или мы прям вот в ночь? Там же 9 вечера было. Сейчас-то вообще, наверное, каких-нибудь уже 10 или 11. Что-то как-то, конечно, поздновато мы. Но нам не привыкать, конечно, к морозу. Вспоминая Романовск и все дальше. Ну, блин. No one here? It's not that late. I'd have thought Demoiselle Lenny would still be up. I believe that old people retire early, don't they? Игры еще на часа 2 где-то. Слушайте, ну даже не знаю, успею ли я за сегодня. Ну, если прям 2, то, наверное, сегодня еще пройдем. Или уже тогда на следующий стрим. Как думаете? На следующий или добиваем 2 часа? Ой, блин. Олени нет вообще, это же ее. I was hoping to find Demoiselle Lenny here. Demoiselle Lenny had tea with someone. Maybe with that alpinist guy. A photo of Leon on a ship. Must have been taken during his return from Baltayar. But I still can't figure out how he survived the winter while he was on the run over there. Lenny also had that newspaper clipping about Leon. Looks like the old girls built a veritable shrine to him. Наверное, он с этим, да, может, с вот этим вот горным человеком? Another one of those cigars. There's something truly odd going on with Demoiselle Lenny. I really ought to have a little chat with her. But before, the bodies. They're all that count right now. Ключ какой-то. А нет, что это? Too small for a door. Слушайте, а может этот мужик это и есть этот Лени какой-то? Ой, Леон этот. Look, Oscar, a distant cousin. What are you talking about, Kate Walker? And why are you laughing? Так. No time to explore the refuge again. I need to find the frozen bodies. Так, подожди, подруга, у нас ключ какой-то. А куда нам идти? Прям туда, в гору? Выходим. Че, нам прям реально туда налево? That's where the bodies were found. I'm not gonna get a decent photo. Я думала, мы сейчас увидим там лагерь какой-то. Ладно. Ой, это мужик этот. What's this? Oh, it's the frozen bodies from the Devil's Pass. The forensic team had to bring them up here because of the blizzard. But their generator shut off. I'm concerned it could damage the bodies. Where's Demoiselle Lenny? Oh, in her room, resting. She collapsed right after the forensic team left for Wagen. Jeez, what happened? I'm pretty sure it has to do with the bodies. I mean, she was staring down in that direction for, well, all the time. And then, when they brought them up from the Devil's Pass, it was like
Like she had seen a ghost or something. It was almost as if... As if she knew the departed. What? Is someone taking care of her? Oh yes, don't worry. She's with that hermit who brings her wood and provisions sometimes. Okay, in that case, you go back inside. I'll take care of the generator. Are you sure? Positive, just go. Go on. Хочешь опознать с телескопа? Не, просто хотела посмотреть. А, может, этот ключик и есть от генератора, вот этот? That doesn't work. А, нет. No. Ой. I was not conceived to perform this function, Kate Walker. There must be something missing here. Nothing. Speak to me, Oscar. This button must have turned on the generator, Kate Walker. But you still need to use the starter. Okay. Thanks, Oscar. No, I don't think so. The gas tank's empty. I better find some fuel so I can turn on the generator. I expect there must be a stock of fuel nearby. I suggest you have a good look around, Kate Walker. Там внизу должен быть, да? Вот там же вот это вот работает какая-то. Или вот тут вот внизу. Вот, да. Looks like this one's full. I should fill up the generator first. I'll come back later. Lenny's left her lookout post. Hardly surprising with this blizzard. Ой, что-то слишком какая-то музыка напряженная. Привет, Сашка. Привет, привет. Так, давайте там вот посмотрим кое-что. Are you sure you want to stay under the storm to see the bodies, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. А, я думала, мы посмотрим, что в этой коробке. А, ё-моё. Ну, вы поняли. Музыка, конечно, вообще такая нагнетающая обстановку, да? Ты так прям, ну, немножко напрягаешься. Теперь что, поверить этот ключ можно? Better try something else. Ну, бред какой-то. Got the tank all filled. Now I just need to start the generator. Это какой-то прикол, конечно. Посмотрим, что мы там. Until Dawn играешь? Не, это Сибирь. The bodies are in that tent outside. No time to explore the refuge again. I need to find the frozen bodies.
Может, надо поднять сначала? Или вот так, типа... все, извини. Impossible. Wrong one. Impossible. No. It won't work. That doesn't work. Так а что мне засунуть сюда? Алло. Вот. О, Господи, вот этот ключ. Ну, спасибо. Dry biscuits. Wonder how long they've been there. Must be to crank up the generator. Nothing. I must have forgotten something. Сейчас надо сделать он, да, и закрутить все. Привет, Санечка. Чат, ну момент истины. Forensics Institute of Vagen. That's not Dana in this body bag. Белый мужчина, каштановые волосы, около 50 лет. Есть все основания полагать, что это тело Гарольда Экснер должен был быть эвакуирован Леоном Кабатисом, который положительно находится в ходе. Хорошо. А это кто? О, это Леон. Leon. It's as if he died yesterday. Like in those stories where people are found perfectly preserved in ice for decades after being carried away by an avalanche. Hard to believe he's been dead for over 60 years. That's quite amazing. And grim at the same time. Белый мужчина, около 30 лет, светлые волосы, тело находится в исключительной сохранности после многих десятилетий пребывания во льду. Вероятно, он погиб в лавине в середине 40-х годов. Все указывает на то, что тело альпиниста и бойца сопротивления Леона Кабатиса объявлено пропавшим без вести после секретной операции по эксфильтрации. Его личность должна быть подтверждена дальнейшим анализом и визуализацией идентификации, которая будет проведена в ближайшее время. Так, ну и последнее тело, я так понимала. An unidentified blonde woman in her 40s. That can't be Dana. Белая женщина, светлые волосы, голубые глаза, 40-50 лет. Из-за отсутствия отличительных признаков ее личность возможно установить с уверенностью, однако, учитывая предполагаемую личность двух тел, найденных во льду, есть все основания полагать, что эта женщина участвовала в операции сопротивления в середине 40-х годов, пропала под лавину вместе с остальными. That's it, Oscar. Dana's body is not among those found with Leon's. What a relief. Now that that's cleared up, Kate Walker, maybe we should take shelter within somewhat more solid premises. Right. We should go and check on Demoiselle Lenny in the refuge. I have a lot of new questions for her. Looks like the rescuers left in a hurry after they moved the bodies here. Must have been surprised by the blizzard. Ну, Лени была в сопротивлении, она должна знать все, что здесь происходило. 100%. Привет, Настя, я так давно тебя не видел, сам уже успел постареть на целый год. Ой, Санечка, отстань, что ты начинаешь? Ты все такая же, как и была. Успокойся. Так, побежали наверх. Разбираться с этой старушкой. Погремушкой. Что-то икнула прям. А что тогда за мужик за ней следит, если это не... Hello?
этот! That individual, Kate Walker? I don't think he looked threatening. Rather the opposite, Oscar. Это этот, ну, горный человек, алло. Вы поняли? It's locked. Ой, не туда. Sir? Are you there? Привет, Водос. Это реально он, чат. Я тебе говорю, это он тебе помог, походу, Лене выжить. What have we got here? Это он, типа, помог ему или что, когда он написал? Вот ребенок рисует, реально. This portrait, it looks like Leon. The style reminds me of that other portrait of him that he described in his letter from Baltayar. The one made by the... Dana. Он думает, что мы Дана? The Go-Rune. No, not Dana. She's old, like me. I'm Kate. Kate Walker. Kate Walker. Yes. And you are... You're the one that Leon saved during the Origin expedition a long time ago, aren't you? Yes. The Gorin from Baltayar. Well, you've come a long way, Mr. Ludwig. Ludwig Hardtack. Well, Mr. Ludwig, if you don't mind my asking, what happened when you and Leon returned to Ostertal to join the Resistance fighters? And how did you meet Dana? И он типа сейчас заговорит? Нифига ты тут смакуешь, братик. Ты уже не тот, да? Leon. My brother. These drawings, they're moments from your life, aren't they? That little figure there, that's you, isn't it? When you were a child in Baltayar. Yes. And the two adults there, are they your parents? Uh-huh. Looks like a river. And that little figure looks wounded. Is that you when you met Leon and the scientist from the Origin expedition? Yes. У нас все будут вопросы? Да, нет. That person in the middle of the others was in the other paintings. That's Leon, isn't it? Yes. Leon. That group. Is it your tribe, Mr. Ludwig? Yeah. So you all live together in a cave in Baltayar? Right. So you and your tribe took Leon in after the death of Reinhard Berger in 1937.
that's how he was able to survive the winter in the mountains. Then you went with Leon when he decided to return to Vaughan to join the resistance fighters? Mm-hmm. Мгм. Had Dana already joined the resistance operation by that time? I mean, by the time shown in the drawing. No. Later. The blonde girl with you and Leon can't be Lenny, right? Yes. Lenny. My sister. I knew Lenny was a resistance fighter, but she never told me she fought alongside Leon, let alone you. Да, она это не говорила. She even went as far as saying that she never saw Leon again after 1937, when they all met at the refuge with Dana. Why would she hide something so important? Time to check on Lenny. Come, Кейт Уокер. The sketchbook. I think it was Leon's. Серьезно? То есть это не... Так, это мы смотрели. Вот это вот мы смотрели. Жизнь среди гор на зима 38-го. Жизнь среди гор на зима 30. Тайное возвращение в Ваген. Ваген во время оккупации. Ваген во время оккупации. Сеть Эдельвейс. А, это вот они сопротивление создали, да? Последняя ночь. Мне снился самый прекрасный сон. Портрет Леона, написанный Гороном. Суперсопротивленец. А, вот кто у нас суперсопротивленец. Вы видели этого диверсанта с Тома живым или мертвым? Объявлено вознаграждение за сведения, которые помогут поймать Людвига Хартака, более известного как убийца с гор. Разыскивается за убийство живым или мертвым. Ушибать сборник в истории Вагена. Some kind of map. Looks like the devil pass to me. Could all those marks indicate where the Gorons searched for Leon's body? Возможно. This symbol looks like a warning. These must be plans for secret operations. Must have been some kind of a headquarters here. Maybe for local resistance fighters such as Leon and his group. Weapons. Must have been here since the war, I guess. Суперпартизана не существует. Вот наш реальный враг. Detonating wire, just like in the old movies. Ага, это детонируешь, я поняла. So much happened to the Gorun since Leon found him in Baltayar. What a life he had. But there are still so many gray areas. I need to learn more from Demoiselle Lenny now.
Ну, это вообще неожиданно, что это действительно этот Горан. Ah, Fräulein. I knew you would be back eventually. Judging by your face, you and Ludwig already met. We have. And it raised a lot of questions about you. About what you said to me the first time we met, and about what you didn't say. Of course. You can run from your past, but never truly escape it. But you already know that. Don't you, Fräulein? За что буллинг, а? Старуха, за что? Ладно, извините. I want to understand Mademoiselle Lenny. I'd like to understand why you didn't tell me about Leon's death, about fighting with him in the Resistance, and about the gore, and about Mr. Ludwig. It would have saved us both so much time and effort. Because it would have only begged questions. Questions which lead to events that I've never spoken about to anyone. Not even to you, dear Ludwig. Lenny. Still, I suppose it doesn't matter now. Perhaps it's time I confess my crime. Преступление? What are you talking about? It was the best years of my life. Joining the Resistance, unlike my coward of a father, and fighting alongside Leon after he miraculously got back from Baltayar with Ludwig. It gave me purpose. Purpose? Ага, поехала. Hello, Phony. Hello. Yeah. This part is so sad sometimes. I don't know. Really like a tough story, you know? Really tough. Like a big stone on my back. Because I know that in the future will be Leon was a terrific dark. leader. I could feel he was finally taking me seriously, especially with Dana being missing. I knew he was still in love. After all, didn't he cross the globe to rescue her? But we all thought he arrived too late, that Dana had died with her parents during the pogroms. Но тут она сейчас прилетит, правильно я понимаю? So, I believed his mourning would eventually come to an end. Короче, она сейчас And прилетит. that's when Dana fell from the sky, literally. Реально. Да, она на парашюте там, серьезно. Dana was sent by London, right? To oversee that operation led by your resistance network? The exfiltration of a civilian to Switzerland, if I recall correctly. Indeed. But Leon never told us that Dana was involved. Maybe he was afraid to believe it himself. Че, она не узнала его или что?
Не целуются, чат, не смотрите, не мешайте людям целоваться. Ни разу не целовался, Санечка. Ну возьми помидорку. Ну что ты отказываешься? You should have seen them, Fräulein. It was as if they had never left each other. Do you know if Dana ever mentioned a child? Maybe they were planning to have one in Baltaya, who knows? In Baltayar? Yes, that's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. Блин, они такие счастливые, но мы же понимаем, что он типа погиб. Черт побери. But it was to be just another broken dream. Another broken dream, chat. Right. I should call London now. My radio's downstairs. Ага. Leon's drawing book. I recognize the mountains of Wagen in these drawings. Leon must have drawn them during his expeditions in the region. Мы этот альбом These уже drawings date from смотрим. the summer we met, when I worked here. Этот альбом мы уже смотрим, не These знаю. landscapes don't look like they're from the Wagen region. Leon must have done these drawings when he was in Baltayar with the Origin expedition. This is a drawing of the Gorons. One of Leon's paintings. He did one of me posing on the terrace that summer when we met. He even gave me the painting so I would think of him when he was in Baltayar. I expect it got destroyed by the Brown Shadow when they pillaged Papa's gallery. Papa's gallery. Так приятно говорить папа. Herr Gustav housed me here when I worked at the refuge. I have so many fond memories with Leon here. When I left for London with Junta, I never thought I'd see the place again, let alone be here again with Leon. Так, нам нужно что? Поговорить с союзником, прежде чем включать приемник. The Goron's lair. Стойка, стойка наверх. Ну-ка, поднимемся. А приемник наверху? Да, наверное, это приемник. What a mess. Herr Gustav must have turned Junta's dark room into a storeroom after she left. So Junta never did come back to retrieve it? Not surprising, really, I suppose, given the fact that World War broke out. Михаил, здравствуй. Немножечко еды. Так, потом это проверим. Junta's stash. I doubt I'll find anything of use there to amplify the radio signal.
Так, ну погнали, поговорим с союзничками. Потом туда-сюда вернемся. Judging by these installations, Leon's network seems particularly well organized. Pity the same can't be said for all the resistance networks the Foreign Office deals with. Так, говорим с ним. May I? Lenny and the Gorun seem close. It's nice that she's found a friend. Not that Herr Gustav lacked affection for her, but she spent too much time alone in that refuge. True brothers and sisters in arms. You can sense that the three of them stand together as one. The Gorun described Leon as his brother. They must have shared lots of adventures together since Leon saved him from the clutches of Herberger. Your drawings are beautiful. Примерно я так же рисую. Я тоже, For you, кстати. Dana Rouse. Oh, it's me. Thank you. Thank you very much, Mr. Ludwig. It's almost as if you were there with us that night. Leon told me. Did he speak about me? All the time. I should go now. Talk to you later, Mr. Ludwig. All the It time. looks like Leon and me in this drawing. The Gorun must have drawn it from Leon's accounts of us. Слушай, ну я так же рисую, да. The Allies are unable to send enough supplies to the resistance fighters for them to completely let go of their good old-fashioned methods. An arms stash. Since the departure of Herr Gustav, resistance fighters have been using this place as an outpost. Shouldn't think the Brown Shadow appreciate Leon and his group throwing their own grenades at them. If this propaganda against the resistance fighters is anything to go by, the Brown Shadow must be pretty desperate. Террористическая белая армия совершила еще одну диверсию. Looks like the Gorun must be a nightmare for the Brown Shadow. He must be the super resistant I heard so much about in London. Видели этого человека? The refuge. The place where it all began between me and Leon. Harold Exner. A scientist with vital information for the war effort, according to the Foreign Office. His cover has recently been blown, which led to this operation. Better not say anything during the briefing, but apparently Exner has a reputation for being rather hot-headed. Хорошо, будем знать. А, это приемник. А, это приемник. А что тогда было там наверху? Я думала, наверху приемник, а это он, походу. Lenny! What do you want? It's amazing how you've grown. How have you been since last time? Fine, I guess. I found out that the refuge was closed down by the Brown Shadow a few years ago. Turns out your network did the best of it. But what about Herr Gustav? Is he
dead. No, he's not dead. Although, for me, he might just as well be. It's quite incredible when I think of you and Leon fighting alongside someone who comes from so far away. Yeah. After Leon saved him during the expedition in Baltayar, Mr. Ludwig's tribe took him in during the winter months. They became inseparable, like brothers. So much so that Mr. Ludwig insisted on coming back here with Leon. Now he's our most ferocious fighter, the terror of the Brown Shadow. See you later, Lenny. Кстати, если бы мы сдали ее Юнте, то сейчас, получается, она бы нам это припомнила. За то, что она стырила ту камеру. Угу. Он все следы свои ставит, да? О, самоанализ. Самоанализ. We'll have to cross that tomorrow. It's daunting. Not because of the crossing, though. Leon knows it like the back of his hand. No. Because of what will happen between us afterwards. I know I'll have to face the fact that London won't let me stay with him once we've escorted the civilian into Switzerland. And Leon would never accept to leave his men and follow me to London as long as the war's still raging. Mm-hmm. Once again, everything seems to be against us. But at least I've seen him. At least I know he still loves me. And we'll have plenty of time to catch up when we'll leave for Baltayar after the war. So, best not dwell. I'll have all day tomorrow to feel sorry for myself. Привет, Воланд. Так, это вот этот, да, чувак? Is everything all right, Herr Exner? You seem a little upset. If it's about your exfiltration tomorrow, I can assure you there's nothing to be worried about. Leon is the best for... I couldn't care less about tomorrow. So what is it then? It's my wife, Andrea. It's like I said to your goons there. I can't leave without her. Your wife? I'm sorry, Herr Exner, but we have no orders regarding... I don't care about your orders. I'm not leaving without Andrea. Do you hear me? I won't. You think I'm a bastard, don't you? A selfish bastard ready to risk people's lives to recover the woman he loves. That's what you all think, isn't it? No, I think you're afraid, that's all. Afraid for you and the woman you love. And fear doesn't usually bring out the best in people. I take full responsibility for my actions, and I expect no pity in return. But would a little understanding be too much to ask?
I mean, what would you do in my shoes? What would you do if they asked you to abandon that alpinist you seem to be so fond of for the common good, eh? Because that's what you're asking me to do with Andrea. Well, to be perfectly honest, I suppose if I were in your shoes, I would pull out all the stops to protect those who are dear to me. I see. Thank you, Fraulein. Well, everyone seems all right, more or less. I should get back to the radio now. Так, что же все-таки там наверху тогда было? Не приемник, а что это было? Посмотрим. Да, все тут. Так, сейчас. Так, просто глянем, что вот это было. Вот, проверить. Ну, просто я думала, что это приемник. This is the transmitter Herr Gustav told me he'd cobbled together to compensate for the wave disturbance caused by the mountains. Should be able to use it for my own radio to contact London. Убирает помехи, Herr да? Gustav's old radio. I remember we spent many an evening listening to serials when I worked here that summer. Всё, понял. Once this antenna is connected, there must be a way to open it. There must be something else I can plug into it. There must be something else. There must be something else I can plug into it. О, ничего себе. Herr Gustav's old radio. Я только remember эту we spent штучку many an взяла. evening Всё, listening to я serials поняла. when I worked here that summer. Надо было сразу взять. Но я не знала, поэтому. Я уже как-то один раз нажала, помните, да? Горела попочка у меня, что... Кажется, она пошла автоматически, уже сохранилась, и все, я не могла вернуться.
Empty. Empty. Совершенно секретно, пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы поговорить со своим офицером связи. Для получения безопасной частоты вам потребуется расшифровать указанный код ниже. 2002, 3 единицы, 12, 12121. Установите получение безопасной частоты на приемнике своего устройства. После этого через приемник вы получите от офицера связи основную частоту передачи для расшифровки. Установите новую частоту, поиск трубку своего устройства, чтобы поговорить с офицером. Ага. Совершенно секретно. Чтобы отправить сообщение, используйте следующую таблицу соответствий. Получатель письма получит свой код на частоте, установленной кодом. А это документ, становящийся между морским. А, вот это я смогу сюда вставить, да? Ой, нифига, у нас пистолет есть. That should boost the signal. Perfect. No doubt this should boost the signal. Ничего себе, вот это махина. That item doesn't work. It doesn't work. Как мне это сделать? Подожди, это я так типа усилила или что, да? Ладно. This part of the radio is used to receive messages. Для приема. This part of the radio is used to transmit messages. This part of the radio is used to transmit messages. Нам нужно отправить или принять? Наверное, принять. А может, и то надо? The signal isn't strong enough. I need to find a way of amplifying it. Может, вот это сейчас? А, вот, да. The signal is strong enough to reach London now. Ага. I need to adjust the frequency settings properly to contact London. Угу. Да, с Лондоном. Зайка. 2-1-1, 1-2, 1-2-1, 2-1. 2-1-1-2, 1-2-1, 2-1. Что, блин, делать-то тут? Ё-моё. Я извиняюсь, конечно. Вот это, типа, вот это? Это типа как будто слова ты отправляешь.
Как бы вот. И вот как бы... А, нам нужно расшифровать вот этот вот код. Я что не понял, здесь же только от 6 до 9. Вот это вообще непонятно, что за фигня. А, это чтобы отправить сообщение, да? То есть это вообще мне сейчас не нужно. А может быть это типа... Еще раз. Типа вот из этого какое-то слово, типа, или что? Блин, подожди. 2, 1, 1, 1. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Типа 2, 1, 1, 1. Это Б, типа, да? Или 2, 1, 1 это типа вот это, или это J. А есть 1, 2, точка, типа тире. Вот, да, типа ба. Ну, типа, вряд ли это... То есть, получается, что? Получается... Точка это 2, да? Или что? Блин, я сейчас сломаю голову. Я вообще не понимаю, правильно ли я думаю. Типа ба...
1, 2, 1. Я запуталась. 2 это тире. Все, получается, здесь точка тире. Это получается ба, правильно? Типа ба. Типа ба. Хорошо, а здесь нужно, получается, точка тире точка, да? Бар. И теперь нужно тире точка. Барн. Чё, есть такое слово? Барк. А, барн есть. 6,9. Слово барн есть. Слушайте, ну если... Ну, бля, другого не знаю. Сейчас другое не знаю. Только так додумалась. Говорю, я чё? Я бы была бы нормальным этим шпионом. Или как это, подпольщиком. I need to adjust the frequency settings properly to contact London. Так в смысле 6,9? Ну, мать, что ты хочешь от меня? Это иду за чаем, на этом моменте, видимо, долго не, вроде догадывается, но, по крайней мере, тоже в ее сторону думаю. Да, давай, сенатор. Подожди, ну вот 6,9, хорошо. А здесь, получается, не 6,9? Точка, тире, тире, точка. Я типа должна сейчас поэтому понять код или чё? Я не понимаю. Алло, блин. Смотрим. Точка, тире, тире, точка. Точка, тире, 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 точка? Сейчас серьезно? А, подожди. Точка, тире, 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 точка. Это на П. П. О, господи, дай бог здоровья. Что-то на П надо, нужно, походу. Пик. На П есть только пик. 8,4 нам нужно. 8,2. 8,4. Ну это трэш. Я чё вам? Я вообще не понимаю. Это что-то за загадки такие, ребят. I need to adjust the frequency settings properly to contact London. Не, не работает. Так, еще раз. 6 и... Сколько надо? 6,9, да? Точка, ну П. Точка тире. П-А. Ну. Пик. Это П. Просто Е, да. Потом А, П-А. Сейчас тире. Точка. Тире. Ну, пик. Все, это слово пик. Там другого слова нет. Может, я неправильно что-то посмотрела? Пик это 8,4.
Может, я вот здесь должна 8,4 настроить? Да, все, я должна была там 8,4 настроить. Всё, London, окей. come in. London, do you read me? Over. We've made contact. Package safe and sound. I repeat, we've made contact. Package... Out of the question! I'm not moving from here without her! London, please wait a moment. Over. What's going on? You! Tell London I'm not leaving without my wife. Herr Exner, listen, No, you listen. Andrea is my closest collaborator. With regard to the Allied war effort, she is just as important as me. She is in Wagen as I speak, hiding at some friend's place under a false identity. You must bring her here and smuggle her into Switzerland with me. There's no way we're going back to Wagen. Brown Shadow troops have overrun the entire town. We can't risk delaying our departure. A storm coming. Danger. I'm not moving from here without her. London, did you hear that? Roger that. Over and out. They say we can't allow Frau Exner to be captured and risk her letting the cat out of the bag. What are you waiting for then? Send someone to fetch her. Hang on. You're not asking me to. Sorry, Lenny, we haven't got a choice. Ludwig can't go about in public in Wagen, and I have to prepare everything to get them through Devil's Pass tomorrow. You're the only one I trust enough to... Why can't she go? I understand you're angry, Lenny, but that's not in my orders. My mission consists of protecting Herr Exner at all cost. I can't just leave him here and go off to Wagen. Dana's right, Lenny. And besides, it's too dangerous. Leon! All right, then. I'll go. Lenny, wait! Leon's reaction and his unconditional love for Dana drove me mad with rage. So I decided to take my revenge by making a detour. It was a detour I would regret for the rest of my life. What did you do? I made a deal with the devil. Что она сделала? Зачем она пошла к своему отцу? No one was supposed to have gotten hurt, I promise. I promised, Fräulein. I just didn't want Leon to leave me forever. To leave with her. But it was a fool's bargain, as I should have known from the beginning. Подожди, типа она договорилась, чтобы ее отдали, а не сели ей на хвост, или что? Я не поняла.
О чем она договорилась с сенатором? Я вообще не понимаю, что за бред она сделала. Go through the pass in this weather? Are you mad? We have no choice, Lenny. It's that or fall into the hands of the Brown Shadow. And we both know what that means. We ought to stay, to buy Leon as much time as we can. Leon, She's right, Lenny! Now go! Go! Come! Dana! No, don't make this harder than it is. Dana! А, так это Леон, вот этот мужик и его жена. Вот что затевает. Come on, let's go! И вот как она потеряла ноги. Понятно. Ironic, isn't it? But the worst was yet to come. Who knows how long we fought? Enough for Leon to lead the civilians to the foot of Devil's Path. Что, если он их голыми руками типа разделал? Всех? А, нет, не всех. Там еще идут. А, ну уже всех. Да, она реально просто их раскрыла, только я не поняла, зачем. Чтобы, типа, ее отпустили с Леоном. Да что за бред? Кто ее отпустит? Она что, больная, не понимаю. Ну ладно, у нее там кукуха подгорела. А, и они так погибли, да. Ну, короче, ясно. Лени все-таки, ну, не алё.
Ну, грустно, да, Мэри? Как-то грустновато. Что-то вообще... Тут слишком много грустных моментов в этой части. Ludwig has been searching for Leon's remains since then. But it took the thaw due to global warming to uncover the bodies. And with them, my crime. Precisely when you decided to show up, Fräulein. Lenny. Dear Ludwig, can you ever Mr. Ludwig, please. Don't, А, Fräulein. он не I deserve знал this. даже, точно. Let's get this Сейчас over with, узнал. Fräulein. Let me tell you about the last time I ever saw Dana, and then I'll be done. Okay, I'm listening. It was a year after Leon died, just after the liberation of Vagen. Да, она в себе все время это хранила, эту тайну. Как еще этот музыкальный уцелел на площади вообще. Капец, эта жирная свинья еще дожила до этого дня. Жесть. The little Vagarian scourge. Still clinging on. Дайте мне его, я его шатаю сейчас. I see. Oh, I was so disappointed I didn't bump into you when we sacked your parents' house. Before we threw them in the Dombra River. Run, rabbit! Run! 'Cause we'll soon be back to finish off scum like you! Так, неофициальный доклад. Капитану Митчеллу. Считаю необходимым сообщить о вызывающем опасение инциденте. Мы, помните пленницу, которую красная передали нам перед уходом, рыжеволосая, болтливая, официальный художник партии. Вчера она должна была предстать перед военным судом за пропагандистскую работу, которую вела для коричневых теней. Однако, когда я готовился доставить ее в зал суда, меня вызвал старший офицер-британец. Сказал, что мы взяли не того человека и распорядился отпустить ее. Поскольку он был гораздо выше по званию, я подчинился, однако с тех пор меня не оставляют сомнения, красные были абсолютно уверены в ее виновности. А после того, как британский офицер убедил меня освободить ее, она исчезла. Как вы думаете, достаточно ли у меня оснований для подачи рапорта в военную полицию? Надеюсь на ваш совет, Скотт Кертис. Это про эту? Про юнту, что ли? Ваген освобожден. Патриоты Вагена разбили коричневых теней и водрузили флаг Эстерталя над городом. Патриоты Эстерталя восстали против оккупантов коричневых теней и освободили сегодня свою столицу Ваген. Пока у города скопилось
скапливалась огромная армия союзников, тысячи партизан взяли штурмом укрепления Коренящих теней, подавив сопротивление вражеского гарнизона и победоносно возводили над городом флаг Астротали. Последнее сообщение штаба гласило, что войска союзников после тяжелых боев с отрядами Коричневых теней и коллаборационистов присоединились к вагенским патриотам на музыкальной площади в центре столицы. С необычной речью на площади среди автоматонов выступил один советский майор. Он сказал: «Этот великий день освобождения был бы невозможен без усилий множества людей и труда одного советского завода в промышленном городе Комколсграде. Этот завод, расположенный в СССР, помог продолжить деятельность по добыче и переработке тяжелых металлов благодаря рабочей силе автоматонов». Майор добавил: «Уместным заключением является то, что создатель этого завода также создал эту музыкальную площадь на...» он имеет в виду Комсомольск, да, типа? Все, я поняла. Также создал эту музыкальную площадь, на которой сегодня мы стоим, как освобожденные граждане, и звали Ганс Форальберг. Поздним вечером радиостанция Вагена подтвердила, что столица Астротали была освобождена, а главнокомандующий Коричневых теней подписал безоговорочную капитуляцию. Since the liberation, everyone in Wagen seems to be looking for someone. Goodness me, it's you, Dana. Herr Gustav? Wish it was still a music academy, eh? Allied HQ now, you know? Yes. I just visited Lenny. That's why I've come too. I wanted to see her before I leave. How is she? Surviving, I suppose. The Allies are taking care of her here in the infirmary. Thank goodness. Special treatment for her exploits in the Resistance. But it's unlikely she'll ever walk again, though. I'm so sorry for what happened to her. I let Leon die alone, and I couldn't even help Lenny when she got hit during the assault on the refuge. I understand you, my lovely. I do. But don't blame yourself, eh? Regrets, we all have a few. And some more than others. Especially in times of war, Dana. It's the way of the world. We just have to move on best we can. Maybe if we could all just let the water flow under the bridge, the swans will come back and we'll all be able to live together again, like we used to. Would be good, if it's at all possible. Я смотрю этого мужика. I promise to take good care of her for the rest of my life. I lost my little girl once. I'm not losing her again. I'll take up my job at the refuge, and I'll adapt it to her handicap. See? That's nice. Is everything okay, Dana? Where were you during the occupation? Lenny never mentioned it. If you want to know, I was cleared by the military court, Dana. Might well have something to do with the fact that I'm the father of a heroine. But all the same, I was cleared of any wrongdoing, you see. Oh, I see. I see very well, Herr Gustav. You have a good day now. Вот и ответ на мой вопросик, конечно. Я смотрю, этого мужчины рабочий род, так как он и там сумел побывать, и теперь здесь такой стоит, вроде бы как бы чистенький, да, такой напуфыренный, такой напудренный, стоит такой, ни в чем не бывало, и нашим, и вашим, туда присел, туда привстал, как вот... Да как не был, показали же сцену, когда Лени пошла договариваться и забирать жену вот этого вот мужика, который все знал, которого потом нашли, вот заледенелого за женой. Когда она, Лени, пошла за женой,
вот этого мужика, она же потом подходила к отцу, и у него была и повязка этих теней, и все. Как его вообще могли оправдать, я не поняла. Трэш. Hezawa? Oh, Fräulein Dana. What are you doing here? Well, unlike my former colleagues of the Origin expedition, I refused to be hired by the Allies. So, by the same chalk, I turned down immunity. Why would you do that? Well, all I've ever wanted to do in life is to carry out my anthropological research. But if there's one thing I learned in Baltaya, it's that it can't be done by serving the designs of this or that superpower, not even momentarily. I've had enough of prostituting science. So, I've given myself up to be judged for accepting to be financed by the Brown Shadow. I see. I'm sorry about Слышали, как он Leon, сказал Fräulein prostituting Dana. science, то есть продажная I know you were наука. close. He used to talk about you all the time. I'm sorry. I was rather harsh toward him last time we met. He was a good man. I miss him. His integrity. I miss him too. Hezawa, Yes, Fräulein Dana? thank you for passing Leon's letter on to me about what happened in Baltaya like you promised you would, despite your own grief. It's proof that you're a man of honor. I wish you well now. Думала, там мужик какой-то. Не, это был отец его Мэри. Ты просто не заметила, да? Я тебе говорю, я охренела, что он здесь стоит, потому что она, когда пошла, типа, за женой и сдала их лагерь, это она отцу, типа, сдала That's его, it. как я поняла. I'm definitely done with everybody here. I should go and talk to Lenny in the infirmary now. Так, а что ж тут с Лени будет? Может, она ей, типа, намекнет или как? Hello, Lenny. I have to leave, Lenny. Every new day in Wagen is like another agony for me since Leon died. I can't face being here anymore. Not now that the town is freed. So, I've decided to leave for America. I'm going to try to start life over. I don't know if I'll do any better in the United States, but I'll have more of a chance of getting by there than here. Если она уехала в Америку, все-таки. I'm not abandoning you, Lenny. Ludwig's staying to help you find Leon's body in the mountain. And I'll write to you, often. I won't forget you. I'm so sorry. Ага, она даже не знает, что это она должна перед ней извиняться. Так поэтому она и не ходит на вот эти вот празднования освобождения, потому что она чувствует вину за все, что она сделала. И, конечно, ей эти... So Dana, she never knew what you did? Indeed. Ну, поэтому у нее гложет вина за то, что она сделала, и ей не нужны вот эти вот
празднование, и такая вот она, да, бабуля с медалью. So, did she write to you like she promised? From the United States? Yes, she did. For the next 40 years. 40 лет писала? She's Где still alive then? эти письма? Can't say for sure, but there's a good chance. Can you explain? No. I've had enough of explaining. Explaining to myself. All I want now is to find some peace, far away from guilt and loneliness. I'm going to rest now. Слушай, ну вот так вот бывает, да, одна ошибка в жизни, и ты будешь жить с ней просто ты будешь жить с этим все свое вот, ну, сколько тебе предначертано. Вот так вот одна ошибка, и ты будешь до конца себя корить, до последних дней, просто до последнего вздоха. Я даже не знаю, типа, ну, а имеет ли смысл говорить ей, что она должна себя простить? Ну, типа, ну вот я, наверное, бы не смогла бы себя простить, если бы такое сделала. Мне кажется, да я бы не смогла, наверное, такое бы сделать. Чё вот ей говорить вот это или не говорить ей вот это? Но время-то уже прошло. Понятно, что она бы, наверное, так не поступила-то уже. Ну, все равно, не знаю, короче, чат. Ладно, давайте скажем ей. It's not too late to forgive yourself. Wouldn't know how, even if I wanted to. You won't know until you try. Thank you, Fräulein. Ну, что сделано, то сделано. Ну да. You'll find the last letter I received from Dana in my automaton. It will give you the answers you're looking for. Почему она раньше не сказала, коза драная? Почему? Ну, что тебе мешало раньше дать нам это письмо? Ну, она очень, да, она всю жизнь мучилась, получается. Сложно, да, очень сложный момент, Макс, согласна. Даже не то чтобы сложно, он тяжелый, типа эмоционально, морально, наверное, и все такое. В этом автоматоне. А что мы можем здесь использовать? I am sorry, but there is nothing I can do for you here. Угу. I'll need a special key to open up this automaton. Let's search somewhere else. А, мы просто должны сейчас поискать этот ключ, да? А, ну давай поищем. Я просто... Даже не знаю, где мы его можем найти. Может, наверху в вещах Даны? Ну, вряд ли здесь у Людвига будет, правильно? Надо пойти, мне кажется, наверх туда посмотреть в коробках этих. Ну, она, конечно, да, достаточно намучилась. Но, блин, это не отменяет того факта, да, конечно, что она... Типа, ну и вот как сказать, типа, что так ей надо? Так же никогда не скажешь, правильно? Хотя, с другой стороны, блин. А, подожди. Мы не можем наверх подняться? Ага. Нам не нужно наверх. Может, внизу что-то есть?
Может, в этой печке что-то есть? Печка что же Фаральбергов? А вот, может, вот в этом что-то есть. А, They нет. must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Я вот думала, в этом автоматоне что-то есть. А, вот, They видишь? must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Не, ничего нету. Ну ладно. Погнали-то наверх, обратно. Последняя загадка, типа, у нас такая, что ли? А, вот еще что-то есть. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. It's blocking it. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. No, I don't think so. Почему? Must have got it wrong. Ну что ты хочешь, чтобы я сделала? It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Наполовинку он не открывается. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Impossible. It's blocking it. I'll need a special key to open up this automaton. Maybe Mademoiselle Lenny left it in her wheelchair. Didn't we see it earlier, next to the stove in the common room? Так я уже ходила к нему, Оскар, там ничего не было. Черт бы побрал-то, ну. Мы же только что там были и все посмотрели. Ну вот вы видите, ну типа я пошла к этому автоматону, потыкала около него, ничего не случилось. А там реально что-то есть, походу. Ну что это за прикол-то такой? They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. А, вот, что-то есть. Серьезно? Ну, серьезно? Looks like I can change its shape. Вот что это вот за дела такие, ну? Ну вот только что же мы были здесь. Почему я эту точку не заметила? Ну, как обычно, я же говорю, вот ты как бы понимаешь, как должно идти, ты понимаешь, как бы, ну, схему немного так, но когда доходит до реализации, ты просто не можешь найти нужную точку.
Oh, it won't fit. Looks like I can change its shape. Подожди, а какой там? Ага, я понял. No, it's not the proper setting of the key. Thing's stuck. Looks like there's nothing to do here for now. I should take something important must be hidden behind this lock. Прикольно. Oh, it won't fit. Looks like I can change its shape. No, it's not the proper setting of the key. Угу. No. Better try something else. Нам придется сейчас сердце достать. Блин, а как так попасть? Ай-ма. Или как это? А как оно должно быть? Вот так? Impossible. Или наоборот? А, вот, да. Ага. Оскар, ну, заходим. You should be able to control this body now, Oscar. Let's work together to unlock it and find that letter from Dana. Ah, a new body. Again. Oh, how basic. No, I don't think so. I can't go that way. Mm-hmm. This lock. I think I need to slide the small moving part nearby in order to unlock it. Maybe I could ask for Oscar's help if I get... I should be able to use this. Oh, it won't fit. Looks like I can change its shape. No. А как вот этот бобину-то убрать? This lock. Блин, там надо как-то эту... No, I don't think so. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism.
Короче, мне нужно еще раз этот ключ ворочать, да, типа? Угу. А, вот. Так, рука. А вот этот, наверное, вверх, да? Ага. Ну-ка. А, стой. А, вот. А, ё-моё. Ты видал, как тут серьезно это работает? I can't go that way. Так, теперь получается нужно правую руку. Ага. Нет, подожди, надо вверх, наверное, ее. Мы там не пройдем. Или... Подожди-ка. Да, вот, и она опустится вниз. Ага. Нифига себе. Так, а теперь нам нужно... Воск, картин должен, походу, вниз посмотреть, или как? А, нет, мы должны крутануть. Стой, 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 стой. Сейчас мы вот тут вот это преодолеем. Нам нужно, типа, опять крутануться, да? Ага, все. Ой, не, Оскар, извини, назад. Блин, прикольные загадочки, конечно. Разберешься тут с ними. That's it. I should be able to remove the lock now. А, ты какая? Это мы только одну сняли часть. Назад возвращайся. Так. Ага. Теперь нам нужно опять это сделать. Вы поняли? Я поняла. Чат, вы поняли? Я-то поняла. Ага. Это только половинка замочка была. I think I can turn the crank now. No. Боже, я обожаю эти Looks like I can загадки change its Фаральберга. shape. Просто. Подожди. Надо все закрыть или что? Oh, it won't fit. I must display the key все, properly. все надо закрыть, извините, пожалуйста. The letter. Привет, Энджи. Привет, инженер. Так, ну что, чат, письмо. Spring 1983. Dana sent this letter 20 years ago to Lenny. Dana Goengrish, Manhattan. Her name changed. Привет, Жор. May 21st, 1983. My dear Lenny, sorry if I haven't written in a long time. Things haven't been easy for me of late. Опа, Нью-Йорк, весна 1983-го. Дана Генриш. О, так может поэтому надо было посмотреть сейчас. Поискать инфо о ней. My husband, William Gerngrich, passed away last summer.
He was such a remarkable partner and a tremendous support. But as you know, Lenny, there used to be another world for me. The world before. Our world, Lenny. The world of Leon. I've honored my current contracts. But now I feel I need a change. Ничего, сегодня все в цветах. Она такая прям... Бля, как она постарела. Старушка уже. Ну, все такая же красоточка. Звезда родилась, и зовут ее Дана Генгрих. Заходили ли вы недавно в кафе-концерт? Если да, то наверняка влюбились в виртуозную игру восходящей звезды. Зовут ее Дана, и знаем мы о ней только то, что после войны она переехала в Соединенные Штаты из своего родного города в Центральной Европе. Так что если придете сегодня в кафе-концерт, то вас ждет большой сюрприз, а ваш верный музыковед с радостью откроет для вас талант этого истинного музыкального гения. Поторопитесь, ведь Дана скоро будет играть в величайших залах мира. А это она типа с мужем, да? Уильям и Дана Генгрих. Так, ну что, размышляем о другой жизни? Или что это у нас? Неплохо. Какая-то бумажка там валяется. А подожди-ка, там полочку, походу, можно было приоткрыть. Вернись-ка. Угу, а полочку там можно приоткрыть. Угу, и призакрыть. Письмо от Реймонда. Дорогая Дана, в эти трудные времена мои мысли только о вас. Я всегда с вами как в радости, так и в горе. Понимаю, ваше внезапное желание все бросить после смерти Уильяма, но должен попросить вас не спешить поднимать белый флаг. Вы находитесь на пике своей потрясающей карьеры, и я искренне верю, что в книге вашей жизни грядет новая замечательная глава. Было бы очень жаль разочаровывать поклонников, которые искренне вами восхищаются. Я надеюсь, что вы примете наше новое предложение. Нет ничего такого в том, чтобы исполнительница, благодаря которой мой лейбл процветает, получила искреннюю благодарность не только от моего сердца, но и от кармана. Я приложу к письму мастер-копию вашего последней записи, чтобы вы могли послушать ее до того, как она уйдет в печать. Талант Даны в лучшем его проявлении. Надеюсь, послушав запись, вы поймете, что он не может просто так уйти со сцены. Ваш Раймонд Прат, арт-агент. Это ее арт-агент. Понятненько. Все, посмотрели, вернулись. Народ, у вас Трова запускается, по ссылке перехожу, не грузит. Работает все всегда. Почему не грузит? А где ты нажимаешь? Ну, она великая артистка. Видите, как ее прям так задарили. О, подожди. А что такое? А, это мы смотрели все цветы, да, и подарки. Хорошо. Спасибо большое.
Digital Stereo. Дана Гёрдлих. А, это вот эти записи ее. В описании стрима. Сейчас я проверю. It was a nurse who worked at the maternity ward at Baden Sanatorium before the war, when I spent some time there. She had stumbled upon a letter written by her superior. It was a strange confession written by the chief doctor who was present when I went into labor. She claimed that the child I gave birth to on April 5th, 1938 was alive, that they had seized the opportunity of me falling into a coma to give my daughter Anna to a couple of friends of my parents, the Zimmers. Anna is alive, Lenny. Ну как так можно? В смысле отдали ее дочь? Пошли в жопу с этими, блин, своими вот этими вот... У меня аж дрыжики пошли. В смысле отдали ее дочь, блядь, кому-то? You can imagine, my dear Lenny, that I spent the following weeks searching for my daughter high and low. Ну, так эта дочь, походу, и есть мать. It wasn't that difficult, even though my daughter's names had been changed. Это их дом, кстати. Да, это их дом. Я буду плакать сейчас. Тихо, не реви. Ты же стример, держись. Ну как можно было отдать ее, и они типа ничего не сказали, что? Так они же близкие друзья были, Циммеры. Как они могли так поступить? Такие вот, блядь, таких друзей, ребят, за одно место. Так что, получается, все-таки дочь, это... Она это бабушка ее, типа, Дана? Ее бабулечка, что ли? For a while, I just stood there, watching a woman who seemed to be the center of attention. She looked so confident, joyful, and full of life. She was surrounded by charming friends and a couple of old folks who must have been the Zimmers, her adopted А это типа Циммеры, да? А мать даже и не знала. Вот откуда этот медальон. Ну что за бред? Ну как можно было так поступить? А мать ее уже умерла и даже об этом не узнает. As I was watching my daughter, it appeared clear to me.
I was an intruder in the life of Sarah Walker Zimmer. Mom? Ну все, идите в жопу с этой развязкой, блин. Ну реально, друзья спасли беременную дочь This детей. young woman didn't look like me and inspired nothing in me either. No emotion, no desire to run to her and take her in my arms. Ну, конечно, это уже другой человек. It felt meaningless. Ну, как так I just можно did what было? I thought best in such cases. I took a trip into her assumed past, just to make sure there were no regrets. Ну да, жалеть лишь только о том, что она могла бы знать историю. А почему на 3 стульях? Лучше всегда сидеть на одной бутылке. Ты что, не знал? Как нам поразмышлять? О, давай взглянем, что тут. Это вот они стоят. То есть у них не могло быть детей, и они решили это сделать. Поэтому они не спасали этих друзей своих. Ну, это жесть. A ghost, Dana. That's all you are. Stop haunting these people and leave. А если мы сейчас поднимемся наверх, мы застанем Кэти? Нет. Ну пойдем наверх, пошпионим за внучкой. Ну ты же знаешь, что там наша внучка. Пойдем, говорю, старулечка, пошли. Топай на лестницу! Да, фейковая могила получается. Ну что ты не пойдешь? Ну как так? И что, нам просто выйти? I was just about to leave when I heard piano music coming from upstairs. Ну, It слава stopped богу. me in my tracks. Six little notes, pure, crystalline, that crushed my heart with an incredible violence.
Все-таки пошли мы туда наверх. I climbed the stairs like an automaton, guided by the music of the hymn of Wagen. The music I was so proud to play on the main square of Wagen. I never played it again after that. In a child's bedroom, I saw a little girl learning to play the piano. Она типа не помнит до этого. Или помнит. Эти миры типа тоже уехали сюда, в Америку, да? She was very studious and didn't seem at all surprised to see me there. She must have thought I was just another guest who had lost their way to the bathroom. Не, игра линейная. Ну, есть такие небольшие какие-то моменты тут. Но на сюжет основной вряд ли влияет. Да, и так уже еле помещаюсь. We hardly spoke. I just showed her how to play. Почему она ничего и не сказала? Hands must glide over the keyboard like swans over water. That's what our teachers at Wagen Academy used to say. I hurried out of the house without looking back, and a few days later, I left the United States for the only destination that had any meaning to me. Farewell, my dear Lenny. Dana. Well, I will never understand human emotions. I thought you would be happy to have the proof at last that Dana Rouse is your ancestor. I'd totally forgotten that strange old lady who helped me play my piece on Mom's birthday. She was my grandma. So, what are we going to do now? I don't know, Oscar. I really don't know. I know I should feel happy to come to the end of this adventure. I found freedom. I kept my promise to Katyusha. And discovered a fascinating part of my mother's past.
kept secret until now. But it makes no difference to the guilt I feel over my mom's passing, or the void I feel since her death. Maybe if I had met Dana in person, but that's impossible now. The last trace of Dana I have is this letter, and it's over 20 years old. And besides, Dana implies she left for an unknown destination, like a hiding place, to wait for the end of a life that no longer held any meaning for her. She could be anywhere. That's if she's still alive at all. It would be like looking for a needle in a haystack. So, I don't know, Oscar. I really don't know anymore. Блин, ну, конечно, да, грустно, что... Ну да, уже столько лет прошло, как она может прям вот... There's only one thing left to do, Oscar. What everyone has been expecting me to do since I jumped on the train with Hans. Возвращаться в Нью-Йорк? Just be reasonable and return to New York. There's an end to everything, Oscar. Isn't there? Что, даже хватит нам... Ну, даже успеем на этот билет? Да, да, ты женщина говорила, что она родилась. Я думала, что она типа родственно связана. Может быть, это она и есть, это Анна, ну, понимаешь? А оказывается, Анна это вообще Сара Уокер, ее мать. Тут я вообще, конечно, офигела. My carriage number. Третий вагон. This ticket will take me to the international airport of Vaughan, and from there, back to New York. I should find a phone to call Olivia before I take the shuttle. Given all the trouble waiting for me in New York, I'm gonna need all the help I can get. А вот это телефон. А чё не все в одном стоят? Что это? I guess I have to use it to set the day. I should set the month here. A ticket validator. Что это такое? Не поняла. А валидатор это типа что? Это надо на этот ставить? The deportation trains left Vaughan from this station during the Second World War. How many lives did those brown shadow barbarians destroy? Is there any justice for those who were да, massacred? тут датируют на билете, я понял, да. Так, а где здесь нам телефон найти? Ага, назад.
Угу, правильный билет. То есть надо понять, какое сегодня число, да, или что, я не поняла. А, вот это телефон, да? I need to put in a coin to call Olivia. Ну да, это... Ну давай. А чё мы ей звоним? Скажем, что едем домой? Или что? Hello? Olivia? It's me. What do you want, Kate? Didn't we say everything last time? You were right, Olivia. I've been chasing moonbeams ever since my mom died. But I found my grandmother. Your grandmother? But, Kate, she died years ago in New York. No, I mean my real grandmother. Never mind. It's a long story. I'll explain everything when I get back. Oh, you mean... Yes, I'm flying back to New York. That's wonderful, Kate. I better tell Mr. Canton. He's still on your case, you know. The police will probably be waiting for you at the airport, but don't worry. Dan has connections. I'm sure he'll be able to help. Maybe he can persuade Marston and Lorman to drop the charges. Okay, thanks. That would be a relief. I gotta go. The airport shuttle's about to leave. Yes, go ahead. We'll meet you at JFK. I'm proud of you, Kate. You've made the right decision. Olivia? Yes? А что передумать? Типа ничего не говорить или сказать, что очень нам не жаль? Что нам I жаль? just wanted to... Oh, it doesn't matter. I'll tell you later. Что? Listen, I'd better go now, Olivia. I'll call you if I can from the airport once I've got a flight. Yes, you'd better get going. You take care, Kate. Okay, you too. Bye now. Talk later. Всё. Мы ни о чем не сожалеем, Кейт Уокер. Только о том, что неправильные ноги сделали для Оскара. Not sure if this is the right carriage. I better check the number on the ticket. That's my shuttle. Once it's taken me to the airport, I'll just use the ticket for New York that Olivia sent me, and that'll be the end of my voyage. This is the right carriage, but the door's still shut. Please present your ticket. Sorry, your ticket is not stamped. Please remember, you must show your stamped ticket before you can board the train. Сейчас. Чих, ду. Ой, успела я выключить, чтобы вы этого не слышали.
Так, нам нужно типа поставить штамп. Спасибо, спасибо. Thank you so much, my dear friend. Так, хорошо. Так, а что, если 27-е было вчера, то значит 28-е, правильно, сегодня? The default setting on the dials shows the wrong date. Так, а какое сегодня число, я что, знаю? A ticket validator. Алло, мать. Ты что, рофлит с меня сегодня? Так, что у нас есть? Билет. Что надо? А, This ticket will take me to the нам нужно international поставить airport of Vaughan, 30-11, and что from ли? there, back to New York. Или что? Да, нам нужно поставить 30-11, ага, ну и понял. А чё так? Ну ладно, ставим. А, ну да. Опять всякие эти штучки. Looks like there's something wrong with the puncher. А, угу. Все, теперь наш билетик. Погнали. Ваш билетик, мой билетик. Я календарь переверну. Looks like this mechanism is connected directly to the door. Ну что там, давай, посмотри своими глазками. Что там? Должно быть нормальненько. Угу. Ничего себе механизм. Красота какая-то. Ребят, все, наше путешествие заканчивается. Представляете? Вы понимаете, что путешествие заканчивается? Алло, вы тут вообще? У нас есть дружище Оскар. So, is this really the end of the journey? Yes, Oscar. I'm afraid it really is. Olivia sent me a plane ticket for New York. What if... No, forget it. А даты нет, типа? You look sad, Kate Walker.
А если бы мы вернулись, поискали информацию про вот эту вот, ну, поменялась она фамилию. Друзья, а что, я не могу? Что я должна сделать? А, вот. Кантар, Балтаяр. А если нам поехать в... That's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war. Может быть, она along with там? Ludwig and his tribe. В Балтаяре? Только не говорите, что мы сейчас сядем на этот и пойдем в Балтаяр. Нет, говорите мне об этом, пожалуйста. Или нет, или мы все-таки... I left the United States for the only destination that had any meaning for me. Farewell, my dear Lenny. The only destination that had any meaning. Kate Walker? Is everything all... I know where she is, Oscar. I know where Dana went after she left America. The train for the airport is about to depart. All passengers, Come on, Oscar, we gotta go. take your seat. Anyone not going to the airport is kindly asked to leave the train immediately. Да ладно, мы реально сейчас стартанем на... Я так и подумала. Надо бежать, мать, надо бежать. И этот здесь, ну конечно. А он тут что делает? А, из-за того, что она предала, он тоже хочет, да? Going home. What about Demoiselle Lenny? Lenny's gone. In her sleep. Too much guilt. Too much sorrow. Oh. I took her in the mountain with Leon. They're together now. What about you, Kate Walker? I'm going back home too. In a way. То есть она поняла, что Дана в Балтаяре. Блин, неужели она еще жива будет? А нам покажут это или нет? Или не покажут? Нет, не покажут, да, блин. Ну все, тяды, наконец. А что нам не показали? Как они встретились? Я бы хотела посмотреть. Она все-таки не поехала в Нью-Йорк. Молодец. Жди четвертую часть. В смысле четвертую? Это же есть четвертая. Hope you like the game fun. Thank you so much. I really so enjoyed. Thank you for giving me this story. Блин, ну такая, конечно, грустная часть, мне кажется, немного. Не показали Мэри, видишь? Мне кажется, немного грустная часть. То есть
первые, вторые, они были такие вдохновляющие, такие прям вот бесстрашные, такие Кейт Уокер на пути в Сибирь, к мамонтам, с Гансом, эти все... А тут такая грустная история этой Даны, и эта война, и все это такие люди вот эти мерзкие. Да. Скажем, thank you, Fonny, for we can follow this story. А вот какой она будет без Соколя, хз. Да, жалко, конечно, этого дизайнера. Он же, получается, в прошлом году умер, да? Немного. Ладно, я согласна, она много грустная. Говорит, немного грустная. Блин, на самом деле, просто еще она грустная для меня тоже, потому что мне вот, типа, даже я, ну, в какой-то момент, ну, верю, что это даже вот не история, прям, знаете, какая-то вымышленная, да, что вот так вот с детьми поступали и каким-то другим людям их отдавали. Потому что мне бабушка рассказывала историю, как она была беременна тоже ребенком и первым. Ей сказали, что он типа мертворожденный, но это не так. Типа, его просто тоже забрали у нее и кому-то отдали или продали. Это были какие-то 50-е годы. Или, не знаю, 70-е. Ну, короче, ужасные годы. Вот эти все, когда вот такое могло происходить с людьми. Поэтому, типа, да, у моей мамы мог быть брат где-то. Вот. Поэтому, типа, то, что так вот с детьми происходит, и чьих-то детей кому-то отдают, а ты потом всю жизнь страдаешь, это вполне реальная история. Ну, всю жизнь вот так вот такое горе переживаешь, потом вообще оказывается, что этот ребенок жив, и он вот там-то, там-то. Ну, моей мамы брат нашелся только в 50 лет. Видишь, вот. Я не знаю, мама, наверное, никогда не сможет его найти, никакой информации не осталось. Ну да, и сериалов куча, да, про это, что вот так вот с людьми, с детьми поступали. Отдавали там, знаешь, за деньги кому-то более... Ну так, не то, что более нуждающимся, а более, знаешь, вот этим властным людям, которые думали, что деньги это все, и вот так вот кто-то страдает, а кто-то вот считает, что на чужом горе можно построить свое. Не знаю, вообще не ожидала такой вот этих циммеров, друзей. Вообще, ты прикинь. Спасли дочку. Оставили ее одну на произвол судьбы, просто без родителей, без ребенка. Просто киданули ее. Ну что это такое? Как так можно было? Тоже мне, конечно, друзьяшки. Я вообще в шоке. Ой, ну в целом, конечно, я рада, что мы закончили эту Сибирь. Блин, ну такая она, конечно... Ну вот, на самом деле, она прям сохранила вот эту вот, знаете, вот эту красивую, приятную грусть, вот это. Ну, хотя здесь, конечно, в этой игре было прям много горечи, прям такой, прям реально было очень горько. Даже не горько, я не знаю, вообще... Ну, Сибирь сама по себе такая грустная картина, я не знаю, мне вот ни одна Сибирь, она вот прям такое вдохновление, ну, именно грустно, вот, я не знаю, я люблю вот погрустить, это вот у меня, это как чувство, которое, знаете, является причиной какого-нибудь там двигателя, там, искусства или просто мышления, размышлений. Вообще чудо, что рядом эта юнта была, хоть поддержала Дану. Да, согласна. Но она нашла там себя вот в этом сопротивлении тоже. Ну, вдохновение, да, тоже правильно. Ну, короче, блин. Не, конечно, это хорошая часть, я прям кайфанула. Приятная. Но когда мы, конечно, не могли точку найти для самоанализа, у меня пригорело.
Первая была не грустная, но там была такая, знаешь, мрачная красота такая в первой немного. Ну, то есть истории Ганса. Ну и вообще нет, первая, она такая прям... Почему она, мне кажется, самая... Ну, может, самая такая, не знаю, как это сказать, может, позитивными эмоциями такими, потому что это как завязка, да, вот всей истории Кейт Уокер, ты прям так взахлеб. Господи, какие тут механизмы, автоматоны, какие тут прям крутые механики, какие тут прикольные всякие загадки, вот вообще. Да. Что все это... Третья, конечно, пока, наверное, считается самой разочаровывающей, да, своих ожидателей, но все равно в целом эта вся история, она приятная. Да вся Сибирь в серо-коричневых тонах, спецом, ну да, да. Спецом. Ой. Ну что, на этом, получается, заканчиваем. Получается, на этом заканчиваем чат. Спасибо большое, что смотрели. Были со мной, пережили и прожили это приключение. Блин, интересно, будет ли еще одна часть. Но я даже не знаю, что они там придумают. По-моему, это просто самое логичное окончание истории Кейт Уокер, что она уехала в Балтаяр за Даной. А дальше Dreamfall и будет. Возможно, будет прохождение Dreamfall. Посмотрим, когда только. Сейчас посмотрим. Я не знаю. Там мне девочка одна написала, хочет со мной тоже какой-нибудь совместный коуп постримить. Поэтому, возможно, может, с ней следующий коуп какой-нибудь пройдем. Не знаю, посмотрим. Либо вернемся к Assassin's Creed. Мне очень нравится, что Автоматон и Фаральберг по итогу тянутся по всей истории игр. Да, это круто, видишь. Создали такой ваген, который отреставрировал, так сказать, автоматизировал Ганс, да, это все так вот везде, все его автоматоны, все его эти эмблемки. Круто, круто. Согласна с Мэри. Так, ну что, тогда прощаемся. Спасибо большое, что смотрели. Жор, пока. Пока, ребят. Мур-мур, да. Когда будешь такая, как бабуля, выйдет следующая серия Сибири. Нет. Да, я буду такая... Блин, я не хочу вообще думать, когда будет, когда... Как будет, когда я такая буду. Ой. Ну что, погрустили и хватит. Все, пока. Спасибо, что смотрели. Я успела тут расстраиваться, плакаться. Поэтому все. Ебос, привет, пока. Мы уже заканчиваем. Все, б-б.